ran high. Leave her, Johnny, leave her. She shifted green and none went by, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. I hate to sail on this rotten tub. Leave her, Johnny, leave her. No grog allowed and rotten rum, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме вдруг, и тех, кто в записи его когда-то, может, будет смотреть. Возвращаемся к Ассасину. Возвращаемся к его делам на просторах Карибов. А именно, потихонечку, помаленечку движемся к какому-то финалу, но еще точно не сегодня и точно... Может быть, даже не на следующем стриме, но хотя бы потихонечку. Мы половину игры уже прошли по-любому, я уверен, больше половины. И потихонечку движемся вперед. Сегодня у нас в планах опять, наверное, всякие побочные штуки, как я и обещал на прошлом стриме. Там нижнюю часть карты будем осматривать, как я тоже говорил. И насчет таких побочных квестов тоже, наверное. А вот насчет сюжетки не уверен. Вообще не уверен. Если и да, то скорее всего где-то под конец, и то чуть-чуть. Зато следующий стрим у нас точно будет полностью сюжетный. А может быть даже финальный. Хотя вряд ли. Скорее всего где-то через стрим у нас уже будет финальный стрим. Мне так кажется. Привет, Леха. Как дела? Аналогичный вопрос и тебе. У меня дела более-менее. Более-менее. Начнем мы, наверное, с вот этого вот квеста. А то мы уже давным-давно не брали себе новых друзьяшек на корабль, новых компаньонов. Уже давно пора. Они же там бонусы всякие прикольные дают. Начнем стрим с него как раз. А там и к карте перейдем и всему остальному. Кайф. У меня безупречно. Ну, безупречно это явно получше, чем неплохо. Определенно. Надеюсь, я за эти пару дней от управления не отвык. А то парочку дней не стримил все-таки и за это время успел сгореть.
Поэтому не факт, что я сегодня на протяжении стрима не буду где-то там айкать или ойкать. Все печет, все болит, поэтому и дела, как я сказал, более-менее. Точно не хорошо, но и неплохо. Более-менее. Что следующее планирую стримить? Посмотрим. Перепрохождение сталкера на другую концовку, походу, отменяется. Вот насчет DLC к сталкеру я пока еще не знаю. Надо дожить хотя бы, когда оно там выйдет. И это из того, что я точно планировал в ближайшее время, но сейчас уже под вопросом. Из другого у нас там еще Nine Souls есть, но я не знаю, прям сразу уже его после Ассасина начинать или еще оставить на потом. А если не его, то там надо будет посмотреть, есть ли у меня что-то такое более приоритетное сейчас. Или если нет, то может быть даже и Nine Souls например. Но посмотрим. Какая-то новая песня. Что не слышал даже. На корабле. Караколь. Караколь. Это локация. Одна точка обзора, один сундук, две тайны. Малюсенькая локация. Я такие люблю прям. Один сундук, одна точка обзора. Замечательно. Не надо бегать по локации 100 000 лет. Ну давай. Ну что, ты не достанешь до вот этой штуки? Ну, Эдвард, ну блин. Привет. Я сундук. Нет, ты не сундук. О, наконец. Привет, привет. Писюня. Я не помню, я спрашивал тебя раньше твое имя или не спрашивал? Вроде когда-то спрашивал, но уже забыл, к сожалению. Если спрашивал вообще. Раз, два, три. 3 штучки всего лишь тут, помимо квеста. Я по-прежнему Ариша. Всё, надеюсь, не забуду в этот раз. Ну, потому что тебя давно не было. Вот ты недавно только к нам вернулась на стрим, и поэтому я и подзабыл тебя. Так что я тут ни при чем. Ариша, все хорошо. Ариша мне больше нравится, чем твой ник, если честно, извините. При всем уважении. Ничего личного. Ух ты, рыбки какие красивые плавают. Там только что Дори проплыла. И еще одна Дори. Да, прям Дори. Один в один. Кто знает, кто такая Дори? Но походу все знают, кто такая Дори. Я рад. Значит, с классикой все знакомы. Так, все, вот и... Да, вот и весь остров. Это было быстро. Ну, теперь квест.
А вот и он. You're the one they call Padre. Падре. I am. Welcome to our village. If you come in peace. Our lot is simple. Farmers, fishermen, and their families. You'll find prizes elsewhere. You misunderstand me. I am told that you were once a fearsome master at arms. I need someone of your quality to keep my crew in line. It has been some years since I was last on the account. That pirate is dead, and the world is better for it. A man of your talents would find the limitations of religious life chafing, I would imagine. Don't you miss being free and the master of your own destiny? As you're here already, could you let the people know the food is ready? It is in these small services to each other that we serve God. You need time to think. Why not? This one is not gonna be easy. Классик это если бы мы говорящую рыбу встретили. Ну, если бы мы были под фарлумским чудом, то наверняка бы встретили и такое. And who might you be? I'm Edward, a friend. The Padre sent me to tell you the food is ready. All wrapped up in pirate garb. You're not with Ducasse, are you? Ducasse? I'm reliably informed he won't be bothering anyone again. Met his end, did he? Well, I can't say I'm sorry. Don't tell the Padre I said that. Потянулось, аж косточки захрустели. О, хорошо, наверное, было. Если, конечно, ничего там не защелкнуло до боли, то это нехорошо. А если просто, то должно быть хорошо, прям так. Разомнято, что ж, это хрустит. Хотя кому-то вроде вредно таким заниматься, я знаю. Hello. Hello. The Padre says it's time to eat. Thank you. We'll make our way over. Под фарлумским чудом можно получить все, что угодно. Да, и встретить, и посмеяться, и потанцевать, и все, что угодно. Now who's that handsome devil? My name's Edward Kenway, and I'm no devil today. Just a humble servant bringing word that the food is ready. Edward, a pleasure. I'm Dinah Caverly. Now, my legs feel dreadful today. Could you be a dear and fetch me my plate? Anything for the lady of the manor. Oh, aren't you a charmer? Все, что угодно для миледи. All done. Not quite. That kind old lady has turned me into her errand boy. Ah, Mistress Calverley. Be careful of that one. She'll have you running errands all day. Закадрили бабку. Ага. А вы так умеете? Эдвард вот умеет. Ну куда на пол-то? На землю, то есть. Вот где-то на бочку, там на тележку положил бы. Thank you, young man. Now, where did you say you were from? Wales, by way of Bristol, to which I intend to return. And I pray that you do one day, so you might see again those you left behind. I've lived here most of my life, and it's the people who make it home. У нее что, белые брови? Вот эта улыбка у нее стрёмная только что была. Интересная бабулька. Что-то погода испортилась в мгновение. My people and I are thankful. And word is that you rid us of the threats from Ducasse. My people. Join me and you'll have the chance to rid the world of more of Ducasse's ilk. And get rich yourself along the way.
Gold will help your people where good intentions cannot. I have chosen my path. It's not gold that will save our souls. I myself cannot make the same choice. God has given me a second chance, and I will not squander it. But perhaps there is one more thing I can ask of you. What is it? There's a persistent rumor that what's left of Ducas's men, 4 ships total, anchor nearby. I wish to know what they have planned. I can see about these rogues. Всего 4 корабля. They're sure to have some reals that Всего-то. are not rightly theirs. А-а-а. Это вот они там вот 4 корабля? Или нет? Ну, у меня корабль уже прокачан. Почти на максимум, так что нам теперь никто не If страшен. Ducas's men are pestering a village, then they have fallen far indeed. The 4 Padre's километра. trust will be worth far more than any stolen reals. And if the men have no ill intent, will the Padre join up? One can hope. Может переместиться так? Поближе. О, да я тут был даже. Вот так вот сделаем и все. С 4. А кондиционер у тебя установлен на корабле? Нет. Нет такой услуги у нас. Не предусмотрено. У нас есть только обезьянка на корабле. Все. Или кошка на выбор. That's the island. Обезьянка или кошка. But where are the ships? И компаньоны. Разговорчивые и не очень. Это все. Опять инфляция? А ты что, сходу проверяешь, нет ли инфляции? Ну да. Это вторая у нас инфляция, по-моему. Или уже третья. По-моему, вторая. Но вроде бы окончательная уже. Следующий. Привет, Игорь. Обезьянка подует тебе в ушко и станет холоднее. Ну, не знаю, не проверял. Она нам только там всякие звуки свои макаковские издает. Не буду я их повторять. Pirates, right? They've left for the Padre's village. Вернитесь к Падре. Я дрифтера, можно сказать, прошел. Осталось достижение получить. Кто бы это ни был. Наверное, это хорошо. Наверняка кто-то из Nine Souls опять, да? Ducas's men have already left for the Padre's village. Man your stations. Get us moving. Oh no. Муэн. Ай-яй-яй, почему нет быстрого перемещения? Нечестно. О, вот отсюда зато можно. Ну хотя бы отсюда. Сколько мы уже прошли? Ну, больше половины точно. И по сюжету, и по карте. По карте у нас там осталась только нижняя часть. Верхнюю и центральную мы уже прошерстили. Сегодня вот как раз займемся, наверное, нижней частью и всякими побочными квестами, которые там еще остались. Вот я в начале стрима говорил, план на сегодня. И, может быть, даже чуть-чуть сюжетки под конец затронем, но не факт. А вот следующий стрим опять будет полностью по сюжетке. Сюжетке посвящен, может быть, даже финальным он получится, если мы прям
Очень хорошо будем двигаться по сюжетке. Но мне кажется, там вряд ли мы за один стрим успеем. Скорее всего, через один стрим будет финал уже. Crowd in on, all of it! Those ships belong to Dukas. What have they done? Ух ты, опять новая песня. До этого постоянно включались как будто одни и те же песни по кругу, а теперь вот что-то новые какие-то начались включаться. Что за дела? Дельфины? Попрыгали, попрыгали. Вот, кстати, обезьянка слева. Кому интересно было. Мы ее назвали товарищ Бибизян-младший. А вообще у нее свое какое-то имя там вроде есть. Если открыть инвентарь. Как ее там в игре изначально назвали. Обезьянка Альберт. Но пофиг нам на этого Альберта, мы ее назвали по-своему. Ну вот она спряталась, убежала. Испугалась грозы. Наше имя лучше, вот и я так думаю. Какой еще Альберт? Альберт это скучно. The Padre hasn't moved since we buried them. I tried to offer him his favorite fried fish. Holy Mary, He kept on praying as if I weren't there. pray for us sinners. Ну вот, а мы только отлучились отсюда ненадолго, уже тут все сгорело. Альберт, это уже не модно. Да, старомодщина. And at the hour of our death. Amen. Who did this? This is my fault. Bishop Ravenscroft was the man who led me to God. He was like a father to me. He believed in me. It was he who entrusted me with the care of the people here. When trouble with the Protestants began at Kingston, he wanted more Catholics there. He called on us to join him, but I argued against it. With Dukas gone, I thought we were safe. We were only here because I disagreed with the bishop. It was them, Dukas's men. They made me watch. The Lord is merciful and just, but my heart is deceitfully wicked. I know vengeance belongs to God alone, but I cannot turn away from this. Dukas's men must pay for what they've done. Will you help me? My offer still stands. Join me on the Jackdaw and we will hunt Dukas's men. We have a compound at Great Inagua. Your people will be safe there. I will join you as Master-at-Arms. And when the time comes, I will avenge my people. Опять драма. Драматическая музыка, драма, все плачем. А ты мое сообщение про Дрифтера прокомментировал? Я прослушал просто. Дрифтер это то, что последний раз обсуждал. 9 сверху. А, ты это про игру ту самую. А, я думал просто какой-то там может, босс из Nine Souls опять последний оставшийся. Так вот, то я прошел. You know the job.
As your Можно master at поздравить arms, тогда. I require 3 things from each of you: loyalty, discipline, and courage. Display Так. them, and I will have you toppling man o' wars Это что, наш twice новый our size боцман? and holds to match. Плотник у нас уже есть. Теперь еще боцман. Блин, прям You как have в a этих sturdy vessel. Корсарах, I'll которые я teach the 100 лет crew назад some играл. new Там maneuvers. тоже должности What всякие did вот you have in эти. mind? Work Плотники, the sails and боцманы, rigging perfectly, штурманы, and we can ram into our foes. I like where you're going with this. казначеи и прочие The должности на world is корабле. beset with falsehood. Well, that's a dour observation for you, Padre. Yet true. Падре. Так, а что он там делает? Я проглядел. Корабль. Так, третий офицер. Сильный боец. Помогает во время абордажа и захвата фортов. Перегалка может выполнять таранящий рывок L1 плюс R1. О как. Интересно. А квест у него продолжился или где, или что? Да, вот он. Или это уже другой кто-то? Не, это про Падре все еще. Окей, тогда продолжаем его квест. Плывем сюда. Кстати, насчет поздравлений. Я недавно, когда проходил мод на рандомайзер, комнат Hollow Knight, Силксонга, я прошел Робиу с первой попытки. Абсолютно без прокачки и способок. Тоже можно поздравить тогда. Раз уж зашло дело о поздравлениях. Кого еще с чем-то поздравить? Давайте. Раз уж пошла такая жара, давайте все. По очереди. Ариша, тебя может с чем-то поздравить надо? У тебя какие-то события, может, произошли? Give me more sail. Где-то, когда-то, как-то. Flying Spanish ensigns! Brig! Get the tops and royals I down. know she's a good sailor. Now prove it, my trumps! Получил 18 место в мире по спидрану первого акта в ХКС. Ух ты. Raise your voices, me trumps. А это довольно-таки неплохо. Во всем мире. Да, 18, но не в стране даже, а во всем мире. Довольно круто, наверное. Поздравляю с инфляцией фориков. Кого? Меня? Или себя? Да, в такое вот время живем, знаете ли. Тяжелое время, инфляции, да. Цены растут, зарплаты нет. Вот такие вот дела. Блин, я не туда поплыл. Мой рекорд ровно 0,1000000. Что, прям такое совпадение случилось? Не верю. Это прямо ровно. ХКС спидранит очень сильно. 18 место это жестко. Вот и я так подумал, что для ХКС во всем мире это реально неплохо, мягко говоря. Must be swift, or they will slip away. Forgive me, Father. Я думал, что у нас с этим Падре будет связаны какие-то морские бои, а что-то у нас уже вторая миссия на острове будет происходить, The походу. dock over there. What is it, Galvao? I have a lead on Lucas's men. Their new leader has them holed up in Опять Cape он говорит в Bonavista. одно левое ухо. We should strike now. New leader, you say? I know the place. These scoundrels will flee an honest fight. While you hunt them down, I'll come from behind and block any escape. A fine plan, but I'll be doing most of the hunting. Are you sure?
These men are cowards. I'll have my chance with our honors. Edward, I'll meet you inland. Aye. Watch yourself now. О, есть перемещение, замечательно. До этого я спидранил фулл игру без плаща на 72 место в мире. Ну, тоже нормально. В мире опять-таки. Учитывая, что в мире миллиарды людей, 72 Mostly место empty. это Not much has тоже changed here. очень круто. А 18 это вообще супер-пупер. Best change course, Jack. Not here for you. Did you ever imagine that we'd be the ones doing the angling? I'd sooner stick to smuggling. I'll do whatever the boss Smuggling. wants. He pays us a damn sight more than Ducasse ever did. Keep it down. You're scaring off the animals. Так, а может протестировать уже наконец-то? Берсерка? Ну да, конечно. Как его переключить? А, во. Seems Ducasse had more loyal men than I knew. Так, давай. Своих расстреливай. Он никак не вовремя. Оторвался от геймпада. Он там будет расстреливать или нет? Или он тупит стоит? Ну, вроде что-то началось делать. Что-то началось. Это на PlayStation играешь? Нет, это на ПК играем. Просто с геймпада от PlayStation. Вообще, я думал, что раз он стрелок, он будет всех расстреливать, а не идти в ближний бой. I wonder how the party is Графика getting along. бомба. Да тут все бомба. И геймплей бомба, и графика бомба, и музыка бомба. И механики новые и старые бомба. Озвучка только не бомба, а все остальное бомба. Вот такие вот дела. Captain! Over here! Is that all of them? There's more inside the cave. No mercy. Step softly now. Don't want to alert them. Никакой If they пощады. run, I'll chase them to the gates of hell. Ну все. Они разозлили священника. Теперь он не такой святой. Now it comes to smuggling guns. What's there to understand? We sap his coin till it runs dry, then find us another path. It just don't sit right with me. A man like him. Don't they take vows of poverty? Aye, vows of celibacy. That's why I never joined him.
No way out. Да не бомба, не бомба, я пистолеты выбрал. Что за баг только что был какой-то? Let's see if anything here points to their new leader. These are Ducas's guns. Perhaps. That mark is the bishop's. A letter from Bishop Ravenscroft. Shite. It was the bishop who ordered the attack. That bastard. I should have seen it. Бастард. I couldn't let myself Негодяй. imagine it could be so evil. This wine doesn't come cheap. It's from the bishop's cellar. Where's his stand? One moment. One moment. Так. And if thy right hand offend thee, cut it off and cast it from thee. No more. The bishop ordered you to kill my people. Why? I don't know. Please. You would beg for mercy. He's had enough, man. Look. Не, ну теперь этот падре не такой уж святой, это уж точно. Вообще не святой, абсолютно. Now, who is this bishop? My mentor. 2 years ago, he tried to build a cathedral in Kingston. The Protestants there refused it. Things turned bloody. The bishop lost his mind. He said we had a Catholic duty to go to war over it. It was madness. I refused. He saw it as apostasy. I hid my people and tried to protect them. I never imagined the bishop would murder them. He will die for what he has done. We must make for Kingston and cut the head of this snake. У меня возник вопрос, мы же сейчас в пещере? Или нет? Сейчас надо будет уточнить, глянуть наверх. Если мы в пещере... Не, мы не в пещере, а то я уж хотел возмущаться, почему тут дождь идет, если мы в пещере. Нет, это вроде пещера, но немножко с открытым верхом. Тогда все, тогда претензии отменяются. Тогда не быкую больше. Тогда ладно. Так, теперь нам в Кингстон. Встретитесь с падре. As good a spot as any. Why wait till dark? Do you have second thoughts? No, none at all. Catholicism is forbidden in Kingston, so the bishop only moves at night, like a common scoundrel. I see some familiar faces, Catholics from other villages near mine. They could point us to the bishop. I'll check the market. Найдите Excuse зацепки. me. Jane? Excuse me. Father Galval,
You're alive. Yes, as the Lord continues to will it. What brings you here? But your village. When we heard what happened, Погоди. Papa dragged us to Kingston. Did anyone else survive? A blessed few. Well, Father says Bishop Ravenscroft will protect us. We're safe here. Not tonight. Return to your home, and do not leave till morning. All right. Goodbye, Father Galval. Oi! You're looking for trouble? Finally let me in. Got an invitation from the bishop himself. Good. Заберите письмо. And don't show that letter В to смысле, украдите, вы хотели сказать, I да? would like to have a look at that letter. You having a bit of fun at my expense? Да иди давай. Сама беспалевность. Every word from his mouth is a lie. The man is a menace. They have to find him. Just what sort of bishop is he? I hear he conducts secret prayers at night in the forests outside Kingston. I wouldn't dare go near the forests after dark. It's where unsavory types gather. The bishop hides out in the forest, does he? So, what has the Padre discovered? Что-то мне после Black Flag моментами, я смотрю, опять захотелось немножко в Корсаров старых добрых поиграть. Но это так лень сейчас опять их там устанавливать 100 000 лет. Особенно со всякими модами возиться под себя. Я же удалил то, что у меня там было когда-то давно установлено. А сейчас опять заново все это устанавливать, это только мороки. The bishop is meeting initiates tonight, on the outskirts of Kingston. Aye, and I've heard that he has bolstered his ranks. We must be careful. Come, I know the way. Let's go. The bishop is hated here. When he first arrived, Bishop Ravenscroft spoke of peace and understanding between Protestants and Catholics. He even helped me to quiet my inner turmoil, but he has changed. The man strangles the life from everything he touches. We can end all of that. Yes, he showed me a better path. But now, I wonder if he was the devil's snake, hissing in my ear from the start. There are two entrances. Let's split up. I'll head into the forest. Let none leave alive. А у нас вообще с этим компаньоном будет какой-то квест, связанный с морскими боями? А то я вообще думал, что самый первый квест будет с этим связан. У нас уже третий квест. Какой-то стелс на суше. Это вообще не такого я ожидал. Про боцмана этого. It will what happened to the crew that has him afeared. Our best men got it like pigs. Развлекайтесь. Опять он в ближний бой пошел.
А теперь он вообще стоит тупит. Берсерк, конечно, иногда работает так деревянно. Точнее, мобы под этим берсерком. Иногда имба сильно помогает, иногда какая фигня получается. Ой, да ладно, ты выстрелил. Неужели? Ой-ой-ой, каких там много. Короче, по дрифтеру графика. Ой, ё-моё, сколько текста. Это у меня флешбеки какие-то про Оливку и ее много текста. Когда она приходит тоже и рассказывает свои истории, которые у нее произошли за время, что ее не было на стримах. Но спасибо, что на ютубе, что тут ничего не обрежется, это ты подготовился, молодец. Сейчас я выберу подходящее время, чтобы все это зачитать. Встретитесь с епископом лицом к лицу. То есть это мне не надо прям сейчас нападать. Нет, походу надо. Раз они сразу агрятся. Может, я думал, они захотят сначала поболтать, поговорить, побазарить. Вот и все. До свидос. Confess. You know this place. They hate us here. When I turned the other cheek, they took everything. We were cast out. Only Dukas heard my pleas. He taught us the ways of his order, found us a new home. Ну, все понятно. By joining with him, I bought time for this church. You paid for it with your soul. When we fought back, our tormentors began to fear us. We are winning, Abel. And so, I summoned everyone I knew for a final push. But you defied me, Abel. And others would have followed if your people were not made an example of. The villagers, my people. Their murder was a lesson? Was it not a lesson when the Lord ordered Abraham to sacrifice his son Isaac? I took no pleasure in it, Abel. Faith compelled me to act. The others were losing faith and resolve. The alliance with the Templars was going to fall apart. Some got brave, like you, Abel. I was desperate. And it worked. The other villages flocked to Kingston, begging for protection. Our numbers grew again. Your people's sacrifice served God's will. Please, have mercy. Are we not called to forgive? The Lord may forgive you, but I do not. Жесткий падре.
Безделушка, маленький кубок. Привет, Евгений. Рад видеть. Так, маленький кубок. Действительно маленький. Увеличивает восстановление здоровья от еды, напитков и снадобий. О, имба. Это я точно беру. Вместо чего? Вместо вот этого. Кстати, может, сегодня наконец-то карты сокровищ поищем. То уже сколько можно тянуть. То если потом опять мы за сюжет возьмемся, там мы точно этим всем заниматься уже не будем, поэтому лучше сегодня. Если не сегодня, то никогда уже, скорее всего, вообще. Такс. Многотекста сейчас начнется. Многотекста, вариация от Игоря. Короче, по дрифтеру. Графика красиво, местами очень. Музыка. На некоторых локациях и боссах прям понравилось. Да и в целом довольно хорошая. Боевка. Мне понравилось. Гранаты. 6 огнестрела, меч. Заряженный удар. Еще 2 основных удара в рывке. Еще можно при прокачке отражать пули противников. Выглядит динамично. Что-то такое мне Азель говорил тоже про свою игру. Немножко похожие, как будто бы, механиками. Это прикольно, что он там тоже всякое такое интересное внедряет в игру свою. Противников выглядит динамично, сюжет. Тут все сложно. Понять с первого раза, как в ХК. Но вообще... Там что-то про глобальный капец из-за титанов и клетки. В смысле, клеток тела. Локации красивые. Их 4 по разным сторонам света. Даже есть одна огромная локация Снежной горы. Это вы на что намекаете? Что я люблю снежные локации? Это вы меня что, завлекаете? Боссы мне показались в основном легкими, но может это уже просто опыт Найна и ХК, так как в интернете и в Стиме игра считается сложной. Ну конечно, когда столько всего позади, уже все, наверное, будет, если не легким, то уже определенно не таким, как для многих людей, которые там впервые вообще что-то подобное играют или просто редко. И Steam считается сложной, но кроме сложности претензий нет. Претензий нет. Музыка и сами бои боссов мне понравились. Но музыка и босс это тоже то, что для меня было, наверное, самое такое любимое, интересное в ХК. В обоих частях. Там прям очень много саундтреков великолепных для меня. И боссы очень многие довольно-таки прикольные. Молчим про Груала, естественно, молчим про него, молчим абсолютно, полностью молчим. Привет, Арыша, и на Ютубе теперь тебе тоже. Если тебе на Ютубе удобнее, чем на Твиче. Груал, легендарочка. Да. Так, новое задание где-то появилось. Где-то это где? Где-то это где? А где он? Оно уже появилось новое. Только что писала новое задание.
теперь... Это все контракты, это все не то. Так, ну-ка... Журнал заданий, во. Контракты побочные. Это все не то. Контракты ассасинов. Это все не то. Тамплиеры не то. А, нет, получается. Тогда это что, последний квест из ветки про Падре был, что ли? Я думал, еще один будет. Ну или он, может, он потом где-то появится с продвижением по сюжетке. Или он просто забаговался. А то я там видел, что писала новое задание. Может, это какое-то другое новое задание, разве что. Так, теперь плывем сюда. Да, это было специально. Ох, вспоминая опять-таки снежную локацию из Силксонга, которая вроде и красивая, и я люблю снежные локации, но это, как ее там, гора Фея там это была, или еще там какая-то снежная была. Но гора Фея, она все-таки не такой приятной получилась, кроме внешнего вида для меня, к сожалению. Muito obrigado, Captain. I wasn't sure if I could do what had to be done. What will you do now? I can't say. How are my villagers who joined you in Great Inagua? They must think poorly of me for becoming a pirate. I am sure they do not. Thank you, Captain. Так, вот он впереди стоит. Но опять-таки говорит в левое ухо только. Give voice, you Tars! Как всегда. Азель опять будет недоволен этой фигней. Я уже предчувствую. Гора Фей. Паркур. Великолепный паркур. Падением в самые низ локации, потом опять все заново начинать. 100 тысяч попыток. Вкуснятина. Ух ты, там 2 фрегата зарубились. Испанский и английский. Кто же победит? Опять новая песня какая-то. Что сегодня за стрим новых песен? У меня YouTube без VPN работает. Какой кайф. Чудеса. Я из-за РК начал благодарить судьбу за то, что я родился в Беларуси. Но вообще в игре есть немного паркура, штук 5-7. Нет, там паркур — это небольшой отсек из непрерывных, условно, 15 рывков. Да, я помню, ты там рассказывал о моменте, где надо было этих рывков делать миллионов, чтобы достижение какое-то сделать или что. Обрезано, как я понял, естественно. Естественно. Нужно тайминг попасть, но это не так сложно. Да и не обязательно. Все, дальше обрезан. В Беларуси прикольно, наверняка. Я наполовину белорусский, но никогда там не было. Я вообще туда плыву? Ну, наверное. Up yards! Douse topmast sails! Clew up gallants! Loose some sail, we move! Captain, fancy
Так, один сундук, 2 тайны и Хутия. Я помню, как ее зовут. Вот это вот. Вот это вот хомяка с хвостом крысы. Хутия. Нам, кстати, там надо еще одну хутию для крафта. Мы когда вот тогда одну штуку нашли и больше их не находили. Они, походу, уводятся только как раз вот этих вот мини-локациях пещерах. Я их больше нигде не встречал. Этих хутий. Опа. А вот и она. Это какой-то типа бобер, типа хомячок, типа не знаю что. Интересно, в реальности тоже такая фигня есть? По идее должна, но я вообще никогда о такой не слышал. Хутии. Хутия кубинская. Хомяк с хвостом. Ну, реально выглядит как хомяк с хвостом. Хвостом крысы. У хомяков же нет хвостов. А это какая-то живность с хвостом крысы. Да, есть такие. Никогда не слышал. They were a nasty pair, those two. But who would think the cat would kill his own? Мужик, и все. Вот так, кнопка. Специи. Might have left something behind. Не, ну вы видели, что камера только что произошло? Я хотел этого из-за угла убить. Мне камера решила: не, давай я тебе устрою карусель. И начну вертеться сама по себе. Туда-обратно. Спасибо, камера. Еще Хутия побежал. Даблкил. Now that was pretty. Not bad. No bad. The treasure is mine, and the crew don't suspect a thing. My darling. What else has he hidden? Огромный сундук. He's lost his sense and his takings. Что же там? О. Обрывок потерянной карты и чуть-чуть денег. В таком огромном сундуке обрывок карты.
Она же не настолько много места занимает, чтобы под нее такой огромный сундук делать. Это типа должно создавать эффект, что раз сундук огромный, значит там что-то мега важное. Так, еще что-то где-то осталось. Ага. Не сюда. Карта, кстати, еще одна. Значит, сегодня по-любому надо будет за ними поплавать, поискать. Хотя бы часть. Another map, eh? Так, 40, 372. Oh, yeah. Так что, сейчас опять будет волна подписок из воздуха? Или это единоразовая акция? Походу, единоразовая. Ну, спасибо за подписку. Тогда. Так, походу, где-то вот тут эта карта. Или нет? 40, 40, 40, 40. Нет, либо вот тут, но тут нигде островов вообще никаких нет. Либо тут где-то внизу. Странно. Что там еще? 304, 310. Сегодня без войн клонов. Войн клонов. — 719, 607. Что-то я ни одной карты, прям точно каких-то нормальных островов, подходящих под все эти координаты, не находил. Всегда что-то где-то рядом и вообще непонятное находилось. — 544, 693. Где-то тут, что ли?
Ой, наверное, в 10 раз быстрее было бы просто загуглить, где там все эти карты сокровища все находятся, и просто пробежаться по ним. Туда-сюда, обратно, и все. Вообще остров должен быть прям такой большой, с причалом, по идее. 44 693. Чё там визуализировать? В смысле визуализировать? Мы даже одну отыскали когда-то. Удивительно. А, это приблизить просто. Ай. О, вот это где-то здесь. Ну, хотя бы одну мы сейчас найдем, по крайней мере. Так, не, отстань. Тут, на этой локации я все собрал вроде. Так, уйди, окно. Да, тут все. Все завершено. Тут еще остался мне там. Ай, ладно. Какая твоя любимая страна? Япония. Всегда мечтал в Японии побывать. И культура там мега нравится, и природа, и все. Если бы мог куда-то отправиться в путешествие, то первым делом сделал бы это, наверное, в Японию. Ты там что, весь мир будешь за Японию теперь захватывать? То это неинтересно. Давай я тогда лучше тебе кого-то более интересного для захвата мира выберу. Япония это легко. Так, а что у нас там было? Парагвай был, Либерия была, Панама была. Бутан там Игорь загадывал, по-моему. Давай Новая Зеландия. Это как раз не особо далеко от Японии. Я вообще, кстати, за Новую Зеландию там никогда не играл. Можешь попробовать. Нью-Зеланд. Нью-Зеланд. А вот и сокровищ. Хоть одну карту сегодня выполнили. И что там? Просто куча денег или что-то более уникальное? Какие-нибудь уникальные пушки, может? 3000 денег и чертеж. Понятно. Чертеж это, конечно, хорошо, но... Ну, не то, что я ожидал. Может, других сокровищах что-то еще будет, кроме чертежа. Так, уже 2 выполнены, отлично. Бухта Кайман. Что-то знакомое вроде. 304, 310. О,
Где-то тут. А мы тут еще и не были даже. Там и квест есть. Локации новые. Ну, блин. Надеюсь, не забуду, а пока давайте попробуем поискать то на тех локациях, где мы уже были. 404, 407, 94. 407, 94. Где-то тут тоже. Тоже мы там еще не были. Ладно, идем дальше. Бухта Кайман и Ньюбоун пока рано. Так, Тулум 40 372. Тулум это вот тут. 40 372. Где-то вот тут. Ты открыл профиль в Стиме. И теперь я знаю, что ты скрывал все это время, что ты играл Кукуёвый Тварюк. В Тварюк я не играл. В Тварюк я собирался рано или поздно, когда-нибудь тоже на стриме попробовать. Кукуёва я когда-то на стриме один раз запускал, но так мы к нему и не вернулись. Тварюк это вообще только вот недавно на этой летней распродаже был куплен. За сколько там? За 10 гривен. Или 15. Он там и без скидки стоил копейки, а со скидкой вообще, считай, бесплатно. Почти что было. Такая маленькая новелка. Я помню, у Куплинова видел ее чуть-чуть. Интересно было все концовки когда-нибудь там самому посмотреть. Поиграть на стриме. За один стрим, думаю, прошли бы когда-то. Когда-то. Хотя, может, это будет даже ближе, чем я себе думал. 40 372 между двух пальм. И вот это вот. Так, вот это есть. Две пальмы. Две пальмы. Ой, там линейный корабль. Воюет по полной. Две пальмы это вот. Например. Тут где-то. Нет? Может, вот эта фигня? Да, вот эти две пальмы, может. Да, вот. Еще одно сокровище. Сокровище. Моя догадка, что бледный король это Леха, это не догадка, а истина. Да, это истина. У тебя были догадки, что это кто-то другой? Я потом, когда в записи какой-то стрим свой предыдущий смотрю, у нас в чате кто-то другой. Хотя вроде Леха был на стриме. Поэтому я тоже предположил, что это просто он ник поменял, что это Леха и был. И судя по тому, что я его потом начал называть Лехой, а он никак не отреагировал, я таки сам для себя понял, что это действительно Леха есть. Раз он никак не отреагировал, что, мол, я не Леха, я кто-то другой там, типа того. Так, дальше. 544, 693. Где-то на этом острове. Так, пошла жара. Уже две карты нашли, сейчас третью найдем. Там, кстати, предыдущие тоже были всего лишь деньги и чертеж, по-моему. А я-то думал, сейчас нам тут какие-то уникальные пушки, костюмчики будут давать. Не. Чертежи.
Так, собачку погладить. You're a feisty one. Так, такой мини-островок должен быть где-то тут рядом с этим островом. Это... Вот он. I do like buried treasure. My treasure. I'll take it. Деньги супер чертеж. Вау, в этот раз не чертеж, а супер чертеж. С ума сойти. Идем дальше. Провиденция. Провиденция. 487.11. Вообще на краю карты, что ли, где-то 11? Или это в той локации, в которой мы только по сюжетке сможем попасть? Может быть и она. Ну или опять где-то вот тут. Ладно, другая. Анотто Бэй. 590-245. Вот тут. И мы тут тоже еще не были. Что ж такое? Что ж много какие карты именно где-то там в нижней части локаций находится. О, Нассау. Это поместье и где-то слева. Это я знаю, наверное, где. Вот хоть что-то более в начальных локациях. Все, чихнул. Как не вовремя. И бой начался, и чихаю тут, и все вместе. Опять парик с него слетел. Вы заметили? Там рядом валялся. Так, дайте ко мне осмотреться. Вот поместье, где-то тут должен быть клон. Вот, кажется, он... И прям под ним... Да, прям под ним. Прям вот тут. Looks familiar. О, нашел. Tasty.
Что-то, по-моему, в оригинале он этот сундук более как-то эффектно открывал. А то он сейчас просто открыл его, как будто он какой-то, не знаю. Ну, точнее, не прям сундук какой-то, не такое открытие именно, оно какое-то более деревянное, более скучное стало. Непроработанное, что ли. Там, я помню, прям сундук так более сильно дергался от вот этого вот вскрытия Эдварда сабли. А сейчас он просто так вот отмахнулся и все, и встал. Раньше он прям как будто поэффектнее открывался, короче, вот я заметил отличие. Слишком обычно. Да. Слишком быстро на ходу сделанное, скажем так. Так, дальше. В принципе, не, вот это точно по-любому на той локации, в которую мы только по сюжетке попадем. Она так и называется, в принципе, да. Значит, вот это что 11, это... Вот эта вот карта, значит, она тоже именно там. Значит, эти две карты мы пока забываем. Остров Пинус, опять этот остров. 304, 455. Опять идем на этот остров. Еще раз 304. 455. Так, вот остров Пинус. Опять этот мемный остров. Так, башня и где-то справа, возле пальмы. Тут много этих башен. Вот тут, что ли? О, повезло. Прям рядом. В этот раз он вообще ногой. Вот сама вот эта крышка, которая открывается, она прям не так должна была открываться. Она в оригинале не так открывалась. Это прям я немножко задушил разработчиков. Немножко докопался. Остров Абаку. 586, 811. Вот, остров Абаку. Так, из всех этих карт мы опять кучу денег получили, и надо будет потом в убежище нашем докачать уже наконец-то все, что там осталось. Так. 3 пальмы, остатки корабля какие-то и вышка какая-то. Ага, вот остатки корабля, вот вышка, вот пальмы. Где-то тут. Нашел. О, в этот раз не чертеж, а что-то там другое. Ничего себе. Тут могут быть не чертежи, а что-то уникальное.
Правда, это все равно не какие-то пушки уникальные или костюмы, а какая-то фигня для убежища. Поставить на полочку, но хоть что-то другое. Матансас. Не помню такой локации, может быть, я тут не был тоже. 312, 617. А, нет, был. Тогда окей. Так, склад и где-то левее водопад. Ищем водопад. Давай, топай, топай. Крокодайл плавает. Вижу водопад. I've seen this place before. If it's buried, it must have worth. Good stuff. Опять супер чертеж. Так, еще одна карта там осталась. Кроме тех, которые нам пока недоступны. Это недоступно. Точнее, доступны, но там мы еще не были. На некоторых локациях. И некоторые недоступны. Как раз вот две. Две недоступны, две мы не были. Или три. Мыс Банависта. Вот еще вот это осталось разве что. 146, 587. Мыс Банависта. Да, это вот самая начальная локация, точно. Так, пока что это последняя карта. И поплывем дальше, что-то делать. А сегодня до сих пор не было морских боев. Как так-то? 1,5 часа стрим идет. Надо будет сейчас на контракты переключиться, значит. А, точно, да. Вспомнил эту карту, эту местность. Надо было вот сюда.
Что? Погладить там было или что? Черепаху. Покормить, а? Мы еще черепах тут не кормили. Курочек, да, свиней, да, собак гладили, котиков гладили. Теперь еще черепаху кормили. Еще надо будет попугая покормить. Я помню, попугая встречал, но не покормил, к сожалению. Это разнообразие. А тут вообще одни деньги. Ну это вообще скучно. Просто деньги. Даже без супер чертежа. Как так-то? Сделайте тир-лист всех животных, которых вы гладили и кормили. На первом месте, наверное, будет обезьянка на нашем корабле. Мистер товарищ Бибизян-младший. Где-то почти на том же уровне котики. И те, что на нашем корабле, и любые другие, которых мы в городах встречаем. Потом на уровень ниже собачки. И все пока что. Потом еще на уровень ниже в этом тир-листе черепахи, курочки и попугай, наверное. И там в самом низу свинья. Свиней мы могли кормить даже в третьем ассасине. Тут ничего нового. Ничего супер-пуперского. А вот обезьянку погладить, вот такого нигде еще не было, по-моему. Кстати, насчет обезьянки. Погладить. Хотя вряд ли это можно назвать погладить. Это она просто нам на голову залезла. Но тем не менее. Так, я ничего не могу выставить. Я же вроде там что-то нашел. Не. Would you like to help with the cleaning, Captain Kenway? No. Я весь занят. Я весь занятой человек. Никакой уборки. Ох ты, мордобой. Тренировка. Так, где тут кому что надо было улучшить? A moment. И бордель остался. Что забавно, мы его улучшаем в самую последнюю очередь. На нашей базе. Не специально так получилось. Так, и по-моему, это было последнее улучшение на нашем острове. Да, вот теперь мне надо, чтобы завершить это задание, надо найти дворецкого. Сейчас найдем. Сначала я хочу кое-что
Наверное, купить. О, теперь у нас тут легендарные пушки продаются. Вау. 29 тысяч стоит. Офигеть. Вот куда надо опять деньги копить. Мощный удар останавливает немного здоровья. Автоматически делает выстрел. Тесаки. Тесаки тут легендарное оружие. Да ну. В Dark Souls это самая базовая фигня. А тут прям легендарная пушка. Атаки клинками становятся мощнее при низком здоровье. Пистолет легендарный. Убийство врага из пистолета ненадолго замедляет время. Что-то, мне кажется, это мне только будет мешать, чем помогать. Our pleasure. See you next time. А pleasure. А насчет корабля, что там? You require my services. Уже там куча всяких супер чертежей было найдено. Мы теперь что-то можем еще улучшить. Например, таран. Еще супер чертеж надо. Гарпун. Кстати, на стриме еще кто-то есть? Или я тут сам с собой разговариваю, и если я буду хотя бы знать, что никого, то я хотя бы буду не говорить сам с собой. Отсек для мортирных ядер, отсек для вот этого. О, как раз для вот этого я и собирал чертежи. Ну, тогда зря что ли собирал. Качаем. Леха есть, и все, походу. Ну, я смотрю, так мы уже почти все прокачали на фулл. Вот прям парочка улучшений и все. Металл опять нам надо, да? И чертежи. Да, чертежи, чертежи и металл. А тут еще дерево. Но, по-моему, это только единственное, да. А нет, почти. Два улучшения, где надо дерево. Во всем остальном только металл. Ну ничего, я думаю, пока мы дойдем до финала, мы уже все успеем прокачать. Полностью. Корабль у нас уже, конечно, имба. Well concluded. Кстати, крафт. Я же там хутию специально собирал, чтобы мне тут что-то где-то скрафтить. Из хутии надо было, во, сумка для бомб. Ага. Ну, в крафте я тоже смотрю, уже становится все меньше и меньше. Чего осталось? Тут капуцин надо. Тут один ягуар. Тут касатка еще одна. Тут рыжий ревун. Вот на касатку можно будет сходить. Все остальное, я думаю, мы на островах и так по пути наткнемся и найдем. Идем к нашему дворецкому. Что он там хочет? Так, я сейчас еще окно закрою как раз.
how are my villagers who joined you in Great Inagua? They must think poorly of me for leaving them. I am sure they do not. I'll speak to them soon. Всё, я тут. Bernard! Marveling at the result of your work, Captain Kenway. Making a tally of what this compound has cost me so far? Great Inagua is whole again. Made so by your hand, Captain Kenway. I did it so that I might return to a place that isn't rife with disease and misery. Still, it feels good to have a hand in all this. I'll leave you to your thoughts, Captain Kenway. I think I hear the passion flowers calling me. Goodbye. Небольшой разговор. И это весь квест. Но зато костюм мне дали какой-то очередной легендарный. За то, что я тут все улучшил. Еще он что-то хочет. Что там еще? Так, сначала что там с костюмом? Нет. I Не find there's хочу. nothing like a strong tea after some work in the garden. Чашечки крепкого чая. I thought I might find you here. Captain Kenway, welcome back. I would like to extend my sincerest thanks for the recovery of Verano House. This place, this island, it would not have been possible without you. I got paid, didn't I? That may be true, but it does not negate the efforts you have made. Lady Summers would have rejoiced seeing her island now. It's home again. Home. You told me your final task was to fix this place. Дом, милый What will you дом. do now that it's done? I had planned to leave. But if you will allow it, I would prefer to stay. I've become rather fond of the people here. By all means, Bernard. You won't want to see the sorry state of things around here if it's left to me. Goodbye, Captain. And thank you. Goodbye, goodbye. Или ты еще что-то хочешь? Нет, все, остался только квест с этими ключами. Значит, тут у нас все. Так, там нам надо было касатка, да? Вот касатка. И вот касатка. Давайте начнем с касатки, пока я не забыл. Потом там морские контракты, прочие, прочие.
carpenters outdone themselves. Catch me some wind. Unfurl aloft! Man your sheets! Calm her down. Spanish colors, come in! Brig, sir! A song. Running down to Cuba with a load of sugar. Way boys to Cuba. Make her run, you line to squeeze us. Running down to Cuba. Way boys to Cuba. Running down to Cuba. Oh, I got a sister, she's 9 feet tall. Way boys Come in! to Cuba. There's sea critters to spear here! Ух, как это было круто. Впервые использовал как новый навык. Усиленный таран. Это было эпично. Бочка взорвалась и никого не задела. Конечно. Так, во флоте мне вроде никто уже не нужен. У меня там места вообще нет. Походу. Да, вот так. Воу! Да что сейчас было? Все мимо. А теперь касатка. Unlash the harpoons. Ну, теперь-то у нас гарпун на максимум прокачан. Теперь-то мы должны... Ого, какой урон наносить. Нет. Что-то мы, по-моему, такой же наносим урон. Посадку. Еле-еле какая-то там разница есть. Ну, хотя уже половина. Нормально. Look out! Forward! That's right! Tire yourself out! Hold the road! Where are you, you bastard? Grab onto something! He's coming to starboard! One more and we're done! Hang tight! Fins out for that fish!
this size of him! A great cat, Captain. Так, касатка. Крафтим. Что там надо было крафтить? Во, дротики снотворные. Все. Ягуар, рыжий ревун, капуцин. Это на островах найдем где-то по пути. Где-то когда-то. Сейчас, думаю, пора уже вот эти контракты все сделать наконец-то. Лодки тут нет. Тогда поплыли так. No use wallowing about here. Do not let go! Wind is shaping up for a big blow, sir! Что такая музыка страшная началась? Потому что молния начала жарить. Хоть не смерть. Зато эпично. Отлично, страшно.
штормы. Эти штормы слишком часто. По-моему, уже нормальная погода становится потихоньку. А музыка не прекращается. Так, вот наша цель. Товаров на нем, конечно, с ума сойти сколько. Фая! Вот это мортир у нас жарят. Больше половины снесли. Ну блин, ну только что погода наладилась, опять гроза начинается. Что-то дофига штормов в последнее время. А какая бомба? Вот так. Все, контракт выполнен. Тут заодно рядом еще одна подводная пука. Наверное, последняя даже. Или предпоследняя. Жесть, сундуков все больше и больше становится. Ну, зато тут красиво под водой. И все равно не надоедает собирать это все. Ну, тут вообще подводные какие-то цивилизации затоплены. Медузы, все дела. Кораллы. Акулы иногда за пятки кусают. А вот и она. Вспомнили, называется.
Страшно вырубай. Все под контролем. Нормально, нормально. Все. Спокойствие, только спокойствие. Все под контролем. Тайминг вовремя. Если бы еще акула не отвлекала. Такие важные моменты. Походу тут где-то внизу, а не наверху. Так, а это что светится? Ага. Пойду-ка я поплыву, точнее я перестрахуюсь.
это предпоследний. Да? Нет? Да. Остался только один где-то. Наверное, он где-то в этом вот коридорчике. Ой, сейчас опять течение будет. Походу. Ага. Тут надо успеть. Тут периодами. Ну, рано. Успею. Успел. Вот последний сундук. Моя прелесть. Супер чертеж. Очередной. Все. Все собрали, можно идти на выход. А тут обязательно плыть обратно или можно как-то... Нет, нельзя. Ладно. Ну, благо сейчас нам течение поможет, наоборот. На выход выплыть побыстрее. Давай. Полный вперед! Уи! А чё так мало? Ну, я хотел побольше. Сейчас еще раз. Мало уи. Маловато будет. Опять тут акула нас ждет. Но мы идем на выход. Ничего не знаю. Что это за белые тряпки светятся? Это для ускорений. Идем наверх. Дальше вот сюда еще один контракт. 5 кораблей сопровождения, прежде чем брать на абордаж линейный корабль. Ух ты, там линейный корабль. Это будет труднее, наверное. Let's get going. Let's get going. Я правильно плыву? Нет. Направо. Вот и он, походу. Линейный корабль. Ничего. Думаю, справимся. Мы уже один раз с таким справлялись. Правда, там он был один. Без подкреплений. А тут еще куча всякой мелочи. Тем не менее, все равно, думаю, справимся. 3 брига.
ему в помощь. Ну и ладно. А где звуки выстрелов? Что-то звуки забаговались, походу. Да, походу звуки забаговались. Не только выстрелов. Не, так не хочу. Так неинтересно. Дайте я перезайду тогда. Без звуков выстрелов и таранов это вообще не то. Весь прикол во всех этих звуках. Дубль 2. Get them aloft. Let's go. Ride the squall. May we pass through. Наверное, починилось. Сейчас проверим. That's the tub we're looking for. And it's got an escort. Вот другое дело. Мортиры как жахнут, так жахнут. А отстань, блин, способность немножко не попала, и потом она уже была не в тему. Refit all tops. Muzzle your tops, Mitrums. Fire! Loose and catch the wind. As much sail as you can. Fire! Not good enough! Fire! Blaze! Fire! Fire! Raise for impact! Fire! Reef the gallant! Ease the spanker! Hold down! Let out some sail! Douse the royals and tops! А чё не могу на абордаж взять? О, кнопка появилась наконец-то. Our false
pirates deserve no mercy. Reel them in, me trunks. Наш второй линейный корабль за всю игру. На абордаж. Опять из фальконет тут фиг попадешь куда-то. Слишком высокий корабль. Харес память со всех сторон, когда я перезаряжаю. Вот и все. Я не помню, у меня там есть место, по-моему, нет. По-моему, сейчас опять этот линейник сгорит. Уже второй. The false captain is no more. And the Graf will be pleased. Так, теперь еще вот эта хрень. Или надо было на абордаж взять и снизить известность. Поздно об этом подумал. Есть корабль, чинить, сейчас то, сейчас все. Так, стоп, хочу проверить этот линейник. Сгорел или нет? Или у меня было место? The more holds, the higher the profit. Да. Было место. Отлично. Один линейник. Теперь у нас есть 3 фрегата, 2 брига, 2 шлюпа. О, давайте еще место сделаем. Мало ли. Может, будет у нас 2 линейника когда-то. Так, это пока рано. Так, что там по заданию? Я помню, нужны были как раз линейники для каких-то заданий. Ага, вот. Патруль. Что этот патруль дает? Что-то я уже перестал видеть смысл в этих конвоях, в этих флотах. Да тут разве что иногда есть всякие торговые задания, которые деньги помогают зафармить, но в остальном я там что-то не особо вижу уже смысл. На начальных этапах, может, и было что-то такое прикольное. Но сейчас что-то не знаю. Или я, может, что-то не до конца понял в этих некоторых миссиях. Так, теперь плывем сюда, потом уже туда. Unreef the mains.
Вот еще один как раз линейник. Ну нет, это я уже не буду трогать. She's best on her back, as you very well know. Away, away, it's a the rats come back in the house Так, походу этот остров охраняет 2 фрегата, и походу нам опять сейчас придется с ними возиться. Ease off! Bring in some sail! Come off the wind, my boys! Ease her! Full sail! Crowded all! Fire! Give everything she's got! Ease Блин, как мне нравится вот этот вот усиленный таран. Прям имба. Прям эпично так врезается. И сразу почти что весь корпус носит. Почти ваншотит даже фрегат. Это он, конечно, реально имба. Так, вот теперь пора уже снизить известность. Здорово, Лёха. Да, играю. Это сразу ответ на твой вопрос, который ты хотел задать. Give me some speed! Тут даже 3 фрегата. Еще и смерч. Полный комплект. Bring them in for a steely kiss! Baffle the enemy! За борт. Найс. Я вижу. Но тем не менее, ты каждый стрим все равно спрашиваешь это
Несмотря на то, что видишь, что я каждый стрим играю. Этот наш традиционный вопросик. Играешь? Играю. Так, и последний. А, вот эта способность супер тарана, я смотрю, капец долгого финала делается, к сожалению. Так что слишком ею часто пользоваться, к сожалению, не получится. Но очень жаль. Здравствуйте, Азель, здравствуйте. Я только сейчас обратил внимание на том, что флаг Португалии немножко все, от известности избавились, починились. Замечательно. Можно расслабиться. Открытие Иль-Аваш. Новая локация. Да тут много всего. Корова. Кстати, корову мы не кормили и не гладили. Пополняем коллекцию. Сегодня черепаху добавили в коллекцию, теперь еще корову. Вообще, по-моему, корову еще не видел тут нигде, ни на каких островах. Реально разнообразие тут неплохое. Даже более, чем я ожидал. Ahoy, Captain. Need to go underground? Right. Now let me work my magic. Эльтарон почти пройден. Осталось подождать пятый русификатор на 5 главу. Это я видел, как вы с Вервером в комментариях там это обсуждали. Вот бы ездовую корову. Но если бы был бы ассасин, не знаю, про какую-нибудь Мексику или Испанию, я бы не удивился, что там такое было бы. Или, может, не корову, а быка. Там бы что-то такое было бы, думаю. Так, контракт новый взяли. Это где он? Где-то. Где-то не тут. Ну и ладно. Котики. Мы за сегодня, наверное, всех перегладим. Сегодня мы и обезьянку погладили, и черепаху, и корову, и собаку, и кота теперь еще. Еще надо попугая найти. Я попугая только в Гаване видел. Летка там где-то был. Один раз и то. Точно, я уже и забыл, что в записях писали.
Кстати, там недавно я смотрел по продвижению часов стримов. Вот эти вот недавние парочка стримов Ассасина, видать, опять неплохо так продвинули эту полоску. Смотрю, уже почти ровно 1000 осталось. Учитывая, что когда я там первый этот в сообществе первый пост выкладывал, то там было около 1500 или больше даже, или меньше, ну где-то в этом районе. А сейчас уже почти ровно 1000 осталось. За 2 месяца около 500 часов. Это ого-го. Ого-го-го. И вот 1000. Ну, за 2 месяца вот 500 почти набралось, или приблизительно. Вот еще может быть где-то через 6 месяцев может и выполнится это условие, если прям в таком темпе все пойдет. Хотя это очень вряд ли. Я прям сильно сомневаюсь, что в таком темпе и дальше все пойдет. Сейчас еще одна карта сокровищ будет. Коллекция. Мы сегодня в начале стрима карты сокровищ искали наконец-то. Большую часть нашли. По этим координатам. Прикольная катсцена. Еще лет 15 будут ремейки ремейков. Да, только они там как-то по-другому это назовут. Сейчас же есть вот эти вот ремастеры или ремейки. Потом в будущем появится еще какой-нибудь тип подобных переизданий. Какой-то там ремейк, ремастер есть. И будет какой-нибудь... Сейчас надо придумать такое слово, прям красивое. Не знаю, что-то не придумывается. Рем что-то там. И вот будут, да, переделывать переделки уже эти самые. То бишь эти самые ремейки ремейков. Я прям не удивлюсь, если такое реально будет когда-то там в будущем. Это сейчас нам вот кажется, что вот эти ремейки для современного времени с крутой графикой, с крутыми вот графическими переделками, а где-то еще через пару лет даже вот эти ремейки будут капец какими устаревшими и некрасивыми. А про оригиналы я вообще буду молчать. Ремкастер, как вариант. Кто знает, может следующий ассасин будет революционным относительно последних. А нет, наверное, кажется. Я уже вангую вот эти вот все мемы, все вот эти вот шутки про Ubisoft, когда выйдет опять ассасин и опять что-то будет всем не так. Даже если там что-то будет нормально, то все равно всем будет что-то не так. Это уже классика. Try this! It's all in the wrist. Так, остался контракт морской и контракты такие. Морской я уже взял. Теперь пошли такие сделаем.
muerto hace poco. Me largo de aquí ya mismo. Ультра апдейт. Ремкомплект. Ремкомплект. Тогда уж. Так, из зоны слежки. Ilavash is a small spit of sand. Tracking this slaver down should be easy. Ой, как приятно, что цели контракта прям в 100 метрах от места, где ты его взял, и не надо переться в другой конец карты. Как я обожаю такие квесты. Просто раз и сделал квест. Все очень рядом и быстро, и удобно. There's just a patch of dirt between us now, slaver. Нау, слейва. Эх. Чуть-чуть не хватило куста, чтобы засчитала зоны слежки. Ух ты, как больно. The slave is free now to chance the open sea, or wherever else he may find mercy. Всё, не надо добивать. Как всегда, ладно. Мне в Дельтаруне очень нравится метанарратив, если знаешь, что это такое. Метанарратив. Я знаю знакомое слово нарратив, а метанарратив, по-моему, нет. Ну-ка, посвяти меня. Просвети, точнее. Рыбовладелец. Это тот, кто рыбу продает. А вот это уже надо далеко переться. На всякий случай осуждаю. Этих торговцев рыбой. Который имеет рыбу. Звучит странно, двусмысленно. А вот и он. Так, с помощью взрывчатки надо убить. Тут бочки, я смотрю, везде. Вот он стоит прям между этих бочек. Жалко, тут в игре они добавили каких-нибудь там шутих, что-то такое, чтобы можно было кинуть на расстояние, чтобы привлечь врагов в определенное место, как в Unity, например, каком-то есть. Тут только свист есть, который призывает врагов как раз к тебе. А мне надо, чтобы он отошел куда-то туда, куда-то туда. Не туда, блин, не сюда, точнее, а вон туда, блин. Ты... Ну ты мерзавец. Ладно, пофиг на это условие.
Так, это у нас кто? Оцелот. Мне оцелот не надо, мне надо ягуар, по-моему. Капуцин, ягуар. Капуцин и ягуар. Они где-то тут не водятся случайно рядышком. Эти капуцины, ягуары. Тут утия водится только. Тут вообще ничего не водится. Пантера, ягуар, во. Ты-то мне и нужен. Это что за корабль? Ой! Господи, 1000 извинений, мистер. Хотел открыть подзорную трубу, а в итоге шмальнул по нему. Упс. Упс. Ну, когда, например, персонажи могут догадываться, что они в игре, сама игра знает, что она игра. Я такого не знал. Ну, точнее, вот это вот понятие, что ты можешь догадываться, что ты там, что ты в игре, что это сон. Это да, прям такого слова, которое именно вот это все значит, не слышал еще. Там есть секретный босс, Шут, который как-то понял, что он в игре. Он кот, поэтому начал делать все, что захочет, убивать так всех и все такое. Убивать там всех и все такое, ибо он знает, что это не имеет смысла особого. Прикольно. Интересная задумка. Точнее, не имеет последствий, наверное. Случайность. Именно так. Это была именно случайность. На полном серьезе. Так, и где тут эти ягуары? Опять никого нет, как назло. Естественно. Может, тут? Во. Ну-ка, иди сюда, голубчик. It'll do. It'll do. Все. Мне же там не надо именно обычный ягуар. Черный тоже подойдет, я надеюсь. Нет, надо именно обычный ягуар. Но это же все равно ягуар. Какая разница? Черный ягуар, не черный ягуар. Ну и персонаж, за которого мы играем, может вырвать из себя свою душу игрока. И делать то, что сам захочет, без воли игрока. Это тоже классная вещь.
Не сомневался в этой игре. А что он может делать? Когда вот это вот делает, собственно, имею в виду, вот душу вырывает. И ты им не можешь управлять. Чем он тогда занимается? Хопля. Слышали, он сказал класс. Вот это класс, он сказал. Прям на английском. Сказал класс. И я его поддерживаю, полностью согласен. Это класс. Так, улучшаем здоровье. Теперь тут нам надо кость большой белой акулы. Большой белой акулы. Горбатый кит. Касатка. Большая белая акула. Поехали. Дельтарун сама по себе удивительная игра. Вырывает душу, играет в танки. Бугага. Но этого мы еще не знаем. Непонятно, что за мотивы персонажа, но душа ему нужна, так как в ней есть сила, но он жертвует тем самым своей волей. Sing something else. Все, новые песни закончились, опять старые начались. В начале стрима всякие именно новые песни звучали почему-то. Сейчас, походу, опять по кругу пойдем. По старым. Чё, кстати, сегодня по звуку? Я там не стрима еще чуть-чуть ползунки повертел. Уже не такой глухой звук. По звуку вопросов нет. Ух, какая акула! Это прям акула-акула. Это не то, что мы там в начале игры ловили. Там мини-акула какая-то была. Это прям мегалодон какой-то. Ну, по сравнению с той первой акулой. Да и урон он впитывает что-то мало. Вот это скример был. Полушлюпки поломала. Неплохо. Опасная акула. Это у меня еще гарпун на максимум уже прокачан. Она все равно впитывает что-то маловато. Здесь не хватит гарпунов. Или точнее прочности шлюпки. А то еще 1-2 удара и... Мега путь. Я вроде нажал приседание. Уже было приседание. Странно, вроде раньше было. Теперь что-то не работает. О, аж подлетело. Так, ну все, мне еще один удар и хана. Моей лодки.
тебе еще пол КП. Keep an eye out for that fin. That's one angry fish. Ну нет. Тут не важно, как ты вовремя кинешь, тут надо именно прям уклоняться. По-моему, было тут возможность уклоняться. Ух ты, я даже не видел раньше, по-моему, вот этой анимации, когда Эдварда достают. Ага, и все. Теперь акула уже тут недоступна, да? Да. Да, мы акулу-бык в прошлый раз и акулу-молот ловили. Это прям большая белая акула. И она что, только в одном месте бывает? Кит, кит. Касатка. Да, в одном месте только. Акула-бык, акула-бык. Зато акула-бык тут, блин, в 10 местах есть. И чё за справедливость? Всего в одном месте вот тут эта акула водится. Обидность, обидность. Ну, кстати, иногда он вырывает душу и уходит куда-то. Но камера за ним не идет, так как мы смотрим за душой. Не за персонажем. А не за персонажем. Может, действительно в танке играет. Кто знает? Загадка. Можно только загадки строить. Куда он там ходит, что он там делает. Что такое? Не надо меня трогать. Извините, отстаньте. Я вас тут уже уничтожал вообще-то в прошлый раз. Какого фига вы тут снова запали? Конечно, что ли? Ну раз вы настаиваете. Нет, все, хватит. Отстань. Я передумал. Вы не будете меня преследовать? Как в Far Cry, прям собирать шкур. Да, в изгое я этим толком не занимался, всем этим крафтом, но тут прям по полной. В изгое мы, по-моему, даже ни разу на рыбу не охотились с гарпуном. Даже не посмотрели, как оно там выглядит. Я и не помню, как оно там выглядит. Надо было хотя бы один раз чисто сравнить. Шкуры тоже всякие там не собирал вообще. Но, к сожалению, тут прям вот эти вот моменты с крафтом не то чтобы сильно развиты. Тут намного больше всяких разных видов рыбы и животных, которые такие уникальные шкуры имеют, но ты их нигде особо для крафта применить не можешь, только для продажи, походу. Потому что вот что-то мне осталось крафтить. Последние штуки какие-то и все. Да, вот тут капуцин остался, тут акула белая большая, тут рыжий ревун.
там мы еще вот находили как раз вот эта пантера черная. Вот ее шкура нигде для ресурсов, для крафта не нужна была. Горбатый кит там. Из других животных там что еще? Что-то тут по 2 раза сразу надо было для крафта. Какие-нибудь те же игуаны. Надо было хотя бы по 1 разу разных животных, а не по 2 раза. Вот вместо второй игуаны как раз ту же пантеру вот надо было сделать. Или горбатого кита. Чтобы был смысл людям вот собирать все вот эти вот разные шкуры разных животных, разных рыб. А то там некоторые виды собираешь, а некоторые виды ты толком и не это самое. Вот белого ягуара аналогично. Просто как типа редкие виды животных, там черные, белые, вот эти вот ягуары с редкими шкурами. Надо было бы логично, что вот самые какие-то крутые улучшалки, связанные с этими самыми редкими шкурами. Но нет, тут только по ходу продажа с них. И больше ничего. Так, очередной маленький островок. Остров Тайны. 1 точка обзора, 2 сундука, 3 тайны. Я сначала прочитал остров Таити. Вы не были на Таити? Таити. Кто-то понял отсылку? Таити, Таити. Не были мы ни в каком Таити. Нас и здесь хорошо кормят. Я шарю, кстати. И откуда тогда? Жаль, Far Cry на этом целая прокачка. Жаль, Far Cry на этом целая прокачка. Да, Far Cry там намного более это все расширенно сделано. Вот эти все крафты, шкуры, которые надо искать разных животных. Там прямо это поподробнее, более интересно сделано. В том же третьем Ассасине, кстати, тоже, который мы играли, там мы еще видели, что капец какая разновидность животных. Там и бобры, и рыси, и пумы, и олени, и вапити, и медведи, и волки, еще куча всего. И все вот эти шкуры, которые ты там можешь собирать, охотиться. Там даже в сюжете нас обучали как раз всей этой охоте. С приманками и прочим. По итогу все эти шкуры ты не на особо прям какие-то важные вещи собираешь. Или вообще не собираешь. Там для поместья что-то, для торговли, для каких-то штучек. Там прям вообще такого особо крафта, как вот в том же Far Cry, или хотя бы как вот тут. И ты прям реально что-то себе полезное сделаешь, там хпшку увеличиваешь, кобуру там, еще что-то такое. Там вообще все было печально. А зато там разновидность животных была ого-го какая. Потенциал какой. И обучение такое было прям подробное, интересно. На эту охоту. Я что-то не сильно шарю. Ну-ка, Леха, посвети, Азеля. Какого-то советского мультфильма. А какого? Помню, играл шкуры, добывал Far Cry 3. И сестра спрашивает, в этой игре надо животных убивать? Неловко. Сестра младшая.
А вот если бы Оливка видела, как мы играли, если бы играли в Far Cry, то она бы там, наверное, за голову хваталась каждый раз, когда мы там охотимся на этих животных. Особенно, если бы там были еноты. Но енотов там, по-моему, нет. Еноты были в третьем Ассасине. Которых как раз таки Оливка и узнала, что мы там убивали. Благодаря Зелюдазе. Easy. Too slow, shitbird. Старшая, двоюродная. Дай угадаю, она тоже, как и многие из сестер, никогда не играла ни в какие игры и является вот каждым подобным геймплейным моментом. Или может быть наоборот, вдруг. Скажи да и в максимальных подробностях. Кто? Что? Молодец, себе под ноги кинул бомбу. Себя подорвал. Красавчик. Так, я потерялся, где там все эти сундуки. Внезапно мужика убил, который спал. Ага, вы наверху тут, оказывается, были. Куда собрался? Ой, ну это не я был. В меня душа вселилась. Да-да-да, вот из Дельтаруна та самая, да. Ой, еще какой-то легендарный наряд. Наряд Стида Боннета там только что был. Что? В оригинале я такого не помню. Погладить табачку. You be good now. Начала контролировать мной, но я ее вырвал потом и замолчал. Вот то-то же. Да если бы папка сидит, играет, и мы с ней Battlefield проходили какой-то. Блин, завидую, если честно, немножко. Во-первых, то, что я всегда хотел какого-нибудь там, не знаю, брата. Или... Тем более сестру. Сестра — это вообще уникальный опыт. С которыми вот как раз
Можно было бы что-то там поиграть. А то у меня, если кто-то был такой, то возможности не было. Ну или вообще какие-то просто младшие, с которыми толком и ничего не обсудишь, не поиграешь. А сейчас уже не важно. Давай прикольнись. Не, ну сестра, с которой там Battlefield поиграть или вообще что угодно, это да, это для меня вообще такой незнакомый абсолютно вайб, даже в теории. Так, вопрос, как туда попадать. У меня есть два брата, которые старше меня в 2 раза. Родные. Если двоюродные, то не считается. У меня тоже там всякие двоюродные, троюродные. Полным-полно всяких сестер, братьев, но проблема в том, что с ними-то толком так и не пообщаешься, как с родными, с которыми ты там всю жизнь мог жить. А родные, ну тогда ладно. То есть все эти двоюродные, троюродные где-то там далеко живут, ты с ними видишься раз в 100 лет, толком не общаешься прям. Так как с родными, ну, Эдвард, ну что ты делаешь? У меня есть теория, что надо на вот ту штуку забираться, но, по-моему, он не допрыгнет там до дерева. Я фиг знает. Сейчас попробуем тут. Как-то, если не получится, то попробуем там. О, нашли и тут даже. Носовая фигура. Все, остров Таити, как я его назвал. Зачищен. Также есть двоюродная сестра, которая меньше меня 2,5 раза. Всё, сматываемся отсюда. Меньше или младше? Или то и другое? Как минимум я не могу поиграть в одинаковые игры с ними, так как один в Минске живет, другой играет только в World of Tanks. Выход из Таркова. Что, он прям настолько старше? Я просто, не знаю, какой-то стереотип и такая ассоциация, что вот это вот все вот
Тарков и танчики, это все играют какие-то прям уже такие мужики взрослые. Скуфы их еще многие называют, наверное. Это прям стереотип такой. Вообще след ему. Так, теперь давайте-ка вот этот форт, наверное. Для меня мир танков мой друг одногодка, а Тарков папич. О как. У тебя вообще такая ситуация. Up the shrouds, lads! We sail! Their ancients are Spanish! Frigate captain! Так, сейчас, наверное, будет самый сложный форт во всей игре. Учитывая, что там аж 9 башен. До этого мы максимум с 7 сражались. Но у нас там еще 3 форта ждет. Может быть, они будут еще жестче. Так что не факт, что этот будет самый жесткий. По крайней мере, самый жесткий из тех, что мы встречали опять-таки. Так, стрим уже идет 3 часа 20 минут тем временем. Не знаю, успеем ли мы за сегодня всю карту дочистить до конца. А я еще хотел там чуть-чуть сюжетки глянуть. Успеть под конец. Это я уже сомневаюсь. Хотя, может, будет настроение сидеть прям допоздна. 5 или 6 часов стримить. Кто знает. Так, сейчас будет мясо. Сейчас будет тяжко и жестко. Фая! Неплохо мортира жахнула. Почти сразу 2 башни снесла. Ну вот и минус 2 башни. 2 мортир, очень даже неплохо. Еще минус 2. Ну, мы, походу, уже нормально так прокачали, что уже этот форт нам не помеха. А раньше он нас просто вынес. Не 9 башнями на раз-два. Осталось 2 башни. Привет, Вервер.
В любом случае есть возможность делать стримы и дальше. Мне прям жарковато сегодня. Мне тоже, но вроде показывает, что это вот именно сегодня и вот прошлые пару дней опять было немножко такая жара. Не 40, конечно, градусов, но 30 с чем-то. Но дальше показывает вроде опять немножко полегче должно быть именно. Я тут еще сгорел на днях, я говорил там ранее на стриме. И вообще все жестко печет. Не чувствует уже. Который день. Хожу туда-сюда, айкаю-ойкаю. Что это было? Too slow. That was class. Бум! А в лицо. Эй! У тебя что, 2 жизни? Видели, я его выстрелом в лицо шмальнул? А он такой умер и воскрес. И побежал дальше. У него как у кошки, видать, несколько жизней. It's pretty to watch. Ну, форт реально не маленький. All together now! You'll join the spirit of this place when I'm done. For thee. Победа! Может, заребалансили в ресинке? А это уже про что было? Я уже опять потерял нить. Сейчас 4 утра, почти утро, а я в каком логове? Не помню, загорал ли я вообще когда-то белее снега. Ой, я никогда не загораю, я сгораю. Я за всю жизнь нормально не загорал никогда. Я хоть на секунду дольше где-то на солнце побуду, все. Мучения обеспечены надолго. Поэтому я лето ненавижу, в том числе по этой причине тоже. Я всегда стараюсь избегать солнца максимально. Потому что я точно не из тех людей, которые прям загорают. Которые могут себе спокойно позволить на солнце там полежать. Я нет. Я чуть что сразу прячусь от этого солнца.
А то потом, вот как сейчас. Пару минут тут, пару минут там и все. Вот ты ходишь, мучаешься, айкаешь, ойкаешь. Мне это не надо. То еще I удовольствие. can keep the heat off. Lovely. I'll make sure they forget you, friend. У меня столько скриптов с Дельтаруна на самом деле. Скринов скриптов. Дело, когда что-то прикольное было. Угу. В очередной раз удивляюсь, как эта игра тебе прям понравилась настолько. Это я про Форт говорил, что он сложный должен был быть. Кстати, сегодня патч же вышел какой-то. Я вот сегодня перед стримом докачивал что-то там. Может быть, мало ли, они что-то там поднерфили. Вдруг. А насчет Форта, что я изначально говорил, то нет, это я уже в ремейке к этому Форту плавал. Просто я был не так прокачан. Вот эти 9 башен меня просто снесли быстро. А сейчас, когда у меня уже корпус прокачан, и пушки прокачаны, и урон пушек прокачан, то мы его раз-раз и все. И быстро обезвредили. Я так и думал, что форум вампир. То еще кровь хейтеров пьет. Да, не то чтобы у меня эти хейтеры вообще есть, к счастью. Так, раз в 100 лет какие-то умники заходили свое мнение очень важное рассказать, и все на этом. Прям хейтеров, ну, я бы не сказал, что такие когда-то были. И это очень хорошо, что у меня такие не задерживаются и почти не бывают. Привет снова, Игорь. Дельтарун. Великая игра. Великая. Самое обидное, что когда я пройду пятую главу, нужно будет ждать еще 2 главы долгое время. Да, поэтому я тоже не очень люблю вот игры, сериалы там. Что-нибудь, что такое выходит поэтапно, по эпизодам. Я всегда стараюсь, если есть возможность, подождать, пока все выйдет, чтобы потом, когда за это возьмусь, когда вот возникает как раз вот подобная ситуация, что тебе капец как понравилось и хочется уже побыстрее к следующему приступить, чтобы не было вот таких вот ограничений, что надо ждать, пока там выйдет следующий. Пока оно там выйдет, ты уже забудешь, что там было в прошлом, не надо пересматривать или переигрывать. Я не люблю такие моменты. Поэтому всегда стараюсь оттягивать, чтобы потом все залпом смотреть или играть. Кстати, по-моему, на вот этом месте должна быть какая-то карта. Одна из тех, которые мы там смотрели недавно. Ко мне сестра младшая приехала неделю назад, поэтому на стримах мало сижу. Ага, вот мы как раз недавно тут обсуждали всяких братьев-сестер. А тут и ты говоришь о сестре. Совпадение.
Так, тут что, опять где-то какой-то подводный путь должен быть? Как раз о сестрах-братьях говорили. Ага. Совпадение. Что все сегодня на эту тему заговорили что-то. Ага, вот тут, наверное, проход. О, я помню это место. Тут сейчас подводные лабиринты какие-то. Из оригинала помню это место. Что, акула за нами, по-моему, тут будет плавать в этих лабиринтах. Если ее не вырезали. Нет, ее не вырезали. Ай, какой я невкусный. Нас укусили за бочок. Только это был не волчок. Так, сейчас бы еще воздух не закончился. Я поэтому и сказал. Самое плохое, это мне уже реально нечем заняться в ХКС и в ХК. Я сделал там все, что можно было. Пора искать себе новые занятия, новые игры. Вот как мы себе Nine Souls нашли уже занятия. Некоторые вот уже даже его прошли. Уже себе следующие игры всякие понаходили. Всякие там Дельтаруны. Или вот Игорь тоже себе тоже игру уже поднашел. Меня вот Nine Souls все еще ждет. Ты же не играл в Nine Souls или играл? Леха, ну-ка, я тебя спрашивал или нет? Ладно, вроде только пришел, но мне придется пойти. Удачи. И тебе давай удачи, Вер-Вер. Форум подтвердит. Подтверждаю. И спидраны были. Всякие становления рекордов мировых были. И моды были. И все было. И перепрохождения на разные сложности были, и достижения были, и то было, и все было, все было. Реально уже нечего придумать. Здравствуйте. Я приплыл. We're trapped, and there's no treasure. Mercy, please! The treasure is right here. The treasure. My treasure. Опять что-то с камерой творится. Сюрприз. I'll have your guts! This treasure is mine now. Treasure, it's mine. I do like buried treasure.
The treasure weren't a lie at all. Обрывок потерянной карты. Мгм. Только хотел сказать, что где-то еще один сундук пропустил, и походу как раз где-то в этом лабиринте долбан. Ну как же так-то? Как не хочется опять туда нырять вниз. Так, чё там, чё там, чё там? Ну, я тоже думал, что подожду, но все-таки захотелось сейчас. Думаю, происходящее там сложно будет забыть прям. Не знаю, не видел. Может и так. Дельтароне глава плюс-минус каждый год выходит. Ну, это еще по-божески. Не раз там каждые 4-5 лет. Про Дельтарун я еще не рассказал. В начале игры нужно создать персонажа. Но после создания игра говорит, что мы не вправе выбирать, кем рождаться, и кидает готового персонажа с личностью. И они там разные могут быть. Рандомно. Интересно. Он хочет. Кто? Что? Кто что хочет? Дельтарун, Undertale, Cuphead, Ultra Kill, есть на телефоне порты. Плюс ХК. Nine Souls еще не проходил. Как так-то? Вот, Леха, мы нашли тебе занятие. Вот как раз я тоже когда-то до него доберусь. Будем стримить. Вот Азель с Игорем уже пощупали. И тебя тоже завлечем в эту секту. После ХК. Попробовать Nine Souls тоже. Знаменитые инди-игры Дельтарун, Cuphead и Ultra Kill. Ну, теперь-то я со всеми ими знаком благодаря вам. По крайней мере, по рассказам именно. У меня на телефоне есть, и привыкнуть можно. А любимая игра? Как там ее? Ultra Kill? Как бы мы не любили Дельтарун, Азель, Ultra Kill все равно любимая, да? Не изменяем. И этот сундук проклятый последний. Ну где? Он вообще в другой стороне. Блин, сейчас еще попробуй до него доберись. Еще тут воздуха будет не хватать. Ненавижу эти лабиринты подводные. Я помню еще с оригинала это место. Долбаное как раз из-за вот этих сундуков под водой. И акулы этой. Мешающие сильно. Это я точно не туда плыву.
Может, где-то тут другой путь я не заметил. Спокойно, Эдвард, все под контролем. Где-то вот тут еще один спуск, другой должен быть в идеале, я думаю. Тут всякие шахты подводные, я смотрю. Но походу нет. Ну блин, ну мне для полного закрытия локации этого сундука долбаного не хватает. Ради него там сейчас возиться, плавать 100 лет. Это я акулы в лабиринтах. Кто эту фигню придумал вообще? Так, стоп, по-моему, еще где-то тут сокровище закопанное должно быть. А ты чё светишься? Я тебя уже открыл. If it's buried, it must have worth. Ну-ка, карты еще глянем. Так, у нас тут 591, 246. О! 590, 245. Возле лестницы. Ну вот, типа лестница. Что-то тут нет. О. Не с той стороны зашел просто. А вот если бы я забыл про эту карту сокровищ, надо было бы потом, походу, заново сюда залазить. И вот тут опять проходить по второму кругу. Хотя мне все равно сейчас из-за этого сундука, походу, придется по второму кругу проходить, чтоб его. Ничего тут нет. Ладно. И искать. Может, он вообще не под водой, судя по тому, что вот он светится, может, он где-то тут. Хотя нет, по идее, должен быть там в лабиринтах. Так, опять вы много написали, смотрю. На Insouls есть все. Местные большие картины, столы, фарлумское чудо. Серьезно? Там все это есть? Это то, что мне нужно. Вот. Сколько стоит на Insouls? Уже летние скидки закончились. Уже стоит по фулл прайсу.
Леха хотел Найн пройти, я помню. Нет, не рандомно. Еще непонятно, почему именно этот персонаж, который мы играем. Ну, точнее, как эта душа в нем вообще оказалась. Я за 3К тенге брал? Тенге? Вы что, из Казахстана? Или вы туда просто переехали ненадолго? У меня есть проблемы со скачиванием игр. Ну, тебе же никуда не срочно, наверное. 18 рублей? Кто, Nine Souls? Смешно, смешно. Довольно интересный курс. Это что, скидка 90%? 99, я бы даже сказал. 3000 тенге, это не 18 рублей. Ага. Ультракилл что-то более универсальное, но Дельтарун вообще не уступает. Все с вами понятно. Особенно со своей этой игра знает, персонажи знают. Я все знаю. Это рублей 500 примерно. И Игорь тоже знает. Все все знают. Тайну культа стелфи картин. Ну, это да. Это ты в прямом эфире это застал, а не в записи, как многие. Через 115 дней я всех поздравлю с победой. О. Ты бы еще что вспомнил. А если стрима не будет? Хороший вопрос. В личку каждому поздравит. Хотя у него личик почти ни от кого из нас нет, по-моему. Или вообще ни от кого. Только вас. Запустит его с компоформа. Хакеры, хакеры. Вас я могу и тогда, когда будет стрим. Просто запусти стрим с компоформа. Ну чё за пропаганда какого-то Watch Dogs началась. Кстати, насчет Watch Dogs. Он там тоже лежит после летних скидок у меня на аккаунте, ждет своего часа, когда я до него доберусь. Не, Бербер уже давно пошел. Так, теперь Озеля спрашивает про эти страны. Ну, для Стима я казах. Понятно. Все понятно. Этим сообщением все стало понятно. Опрометчивый вопрос крайне. Он просто спрашивает, за какую страну опять потом Хойки весь мир захватить. Я ему Новую Зеландию в этот раз выбрал. Потому что у меня вообще любимая страна, я сказал, Япония, но захватывать за Японию там было бы слишком легко и неинтересно. Поэтому я выбрал что-то поинтереснее. Потому что какая страна любимая не означает, что за нее там будет интересно захватывать мир. Особенно для Лехи, который уже там мир позахватывал, наверное, за почти все страны.
У меня нет любимых стран, у меня есть любимый я. О как. Даже так. А чё мелочиться, действительно? У меня тоже нет любимых стран. Это странно как-то, я имею в виду, из-за чего правительство какой-то территории должно быть любимым. Но тебя не про правительство спрашивают, а про культуру, про природу, про внешний вид страны, там, не знаю, про особенности. Про вот эти вот все мелочи. А правительство вообще всем по барабану, мне кажется. Сыграй за Грецию и восстанови Восточный Рим. А там можно Восточный именно? Я знаю, это можно в целом Римскую империю восстановить, а прям можно Восточную или Западную отдельно восстанавливать. Этого я такого не помню. Так, сейчас смотрим внимательно, где тут я пропустил какой-то проход. С этим долбанным сундуком. Что такое? А вот он. Вот этот. Здравствуйте. Это был типа скример. Внезапная акула вылезла. Все. Все, теперь локация зачищена. Теперь я доволен. А еще мне не дают быстро телепортироваться. Мерзавцы. Ну вот я тут как раз и пропустил этот поворотец. Незаметный. У меня не Арик Хойка, только... Хойка. Только то, что в Роблоксе. В Роблоксе. Ничего не понял. Я сам уже не помню, как там. Может, мод видел. Но там и не хуже. Фойка в Роблоксе. Это сильно. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Что за фойка? Так, следующий форт на примете у нас. Хотя ближе, наверное, будет не отсюда. А, тут я не был. Ну тогда отсюда, наверное, будет ближе. Максимально похожие копии. Но Роблокс на это способен, на деле, думаю. Что-то даже не представлял себе такого никогда. А я тоже не знаю, о чем я. Что, опять фарлонское чудо? Понеслось. Или что? По идее, да? Ну это же та самая политигра. Как там ее, Хойка? Я знаю только Хойку. Больше ничего не знаю. Вот этих вот штук. Я для Лёхи всегда именно в Хойке там выбирал странно, чтобы он мир захватывал. Он, оказывается, в Роблоксе все это время что-то походу выбирал. Я вообще запутался что-то из-за вас.
У меня вообще сейчас еще один форт намечается. С 5 башенками. Это легкотня. Мы там и с 9 справились, а тут 5. Careful, Captain! These waters are closely watched by our enemies. 5 это смехотворно. Fort Charlotte? They say it's protected by Форт Чарльз? Then we better keep a lookout. Fasten yourselves! Fire! Brace yourselves! Fire! Reef the topsails and gallants! Fire! Fire! Loose mainsails! Short rays! Fire! Fire! Loose all! Let's move! Это к нам внезапные гости пожаловали. Незваные. В виде там нескольких кораблей. Brace yourselves! Это жесть творит. Фая. Нет вай-фая. As much sail as you can! Fire! Fire! Take on! Fire! Loose and trim too! Trim too! Fill those sails! Знаете, что я ничего не говорю. Так и сделаю. Eat her sticks! Fire! Mains out, let's go! He will connect his legs against your wall! Эпичный таран. Это в этот раз не ваншотнуло. Douse all but mains! Douse the topsails! Reef them tight! Так, хоть бы меня этот линейный корабль сейчас не тронул, то у меня уже КПшные проблемы. Мне сейчас вообще не тема. Эти форты, эти бриги, еще сейчас этот. Если прицепиться, будет больно. На самом деле я играл в Nine Souls в Роблоксе. Ой.
Let's go. Wages are seen at the pay. Clue up the foreman's man. Get her back. Так, опять Twitch все обрезал. Страну определяет правительство, идеология, а не факт, какие там... Там, где горы, что там было 1500 лет назад. Ну, как по мне, это так. И, следовательно, тогда лучше спрашивать, какая страна нравится по этим аспектам. Для меня все эти аспекты, это как раз можно объединить в одно... Лично для меня, я так думаю, просто можно объединить в одно целое, нравится какая-то страна или нет. А это ты просто взял отдельный аспект из этого списка и просто как каждый человек для себя какой-то из этих аспектов может более приоритетным считать. И вот более этот приоритетный считаю, что вот именно из-за этого аспекта и выбирается. Вот это, короче, не буду углубляться в это все, а то сейчас что-то не в ту сторону еще пойдет. Сам полдетства в Roblox играл. Я вообще никогда не играл. Я вообще много во что не играл ранее. Ни КС не играл, ни Доту не играл, ни Roblox не играл, ни Fortnite не играл, ни PUBG не играл, ни Overwatch не играл. Ну, вы в курсе. Что еще? Ни в Rust не играл. Что там еще такое популярное, мейнстримное было в свое время? Ну, Майнкрафт играл. Вот тут, да, вот тут было время. Когда-то там было популярно и у нас тоже. Все играли. Я когда-то рассказывал об этом. Не показалось ли он каким-то забавным голосом это прочитал? Что именно? Насчет страны или про что-то другое? В лицо. И опять у него вторая жизнь. Не, ну эти офицеры реально какие-то кошки. Несколькими жизнями. Это уже второй раз такое происходит. Что за фигня? Что за читеры? Ух ты. Это ловкач. Ау. Я горю.
Какая бомба, ё-моё. Тебя чуть не убил, ну конечно. Я тут прицелишься. All together now! Our mind's mystery, but you'll die just the same. Я бы хотел подискутировать. Я уже устал после спора на другом стриме насчет того, как стримеру надо проходить игру. А, это насчет той дискуссии с Игорем? Или ты вдруг не про мои стримы, а про чьи-то другие? Если про мои, то я помню эти дискуссии тоже. Про вот эти вот моменты с Игорем. Когда мы еще оригинальный первый Nine Souls, первый Hollow Knight проходили. Так, сейчас будет вторая попытка с этой белой акулой. Хотя лучше, наверное, сначала прокачать лодку до конца. А уже потом. То сейчас опять поломает меня. They've got barrels upon barrels of Hader. It would have. Nope. Right. Now let me work my magic. Там диалог на забавном звуке прервался. They've got barrels upon barrels of Hader. It would have Barrels, only taken barrels. one stray bullet. Ну да, форум согласен с тобой. Насчет страны, вот это вот, что я говорил, понятно. Я даже сделал один клип из твоих воспоминаний про Майн. Где? Я не помню такого клипа. Про Roblox и Nine. Кстати, спасибо, что продолжаешь делать клипы на Твиче, я смотрю. Временами. Временами просматриваю. Появляются все новые и новые иногда. Но Майнкрафт мега популярен и по сей день. Да, я бы сказал, да, сейчас еще более. Просто именно в моей жизни, в мое время, когда там период был, когда у меня все знакомые, все там друзья, одноклассники. Далекое время все играли, прям все знакомые играли. Потому что такой тренд был. Всем было интересно. Все там выживали, строили свои дома, шахты копали. Это сейчас тут я смотрел, понавыходило всякие обновления. Сейчас этот Майнкрафт уже выглядит, как, не знаю, со всякими там трассировками лучей. Реальная вода, реалистичная вода, то есть там фильмы уже понавыходили или сериалы по Майнкрафту. Всякие другие игры по Майнкрафту. Не классический Майнкрафт, а что-то другое, но в таком же стиле. Сейчас уже вообще с ума сойти, что понавытворяли с этой вселенной. Это намек на тот случай или это вообще о другом? Тот случай. Я про это успел забыть уже. Это сегодня было. А, сегодня был. Ну тогда это не тот случай, о котором я подумал. А что сегодня было? Все помнят. Кстати, ставьте лайки форуму. Лайки, зайки, лайки. Ставьте лайки.
кто-то на шорт-стриме вдруг или на Твиче, зайдите на YouTube, на вот этот и ставьте лайки. Так сказал Леха. Леху надо слушать. Нет, я вообще не про Игоря. Снять бы у вас память такую и мне отдать. Тогда это точно не то, о чем я подумал. На Твиче не видел? Про Майнкрафт что-то там нет. Там по Dying Light видел клипы. По черных мутантов из метро, на всякий случай осуждаем. Видел клип, там по ассасинам видел клипы. Не знаю, может что-то не проходило. Или я, может, не понял, о каком ты именно. На ютубе, кстати, тоже были же клипы, но, по-моему, ты только 2 делал на ютубе. На Твиче побольше. У него название форм вне контекста. Ну тогда, видать, я уже давно его не смотрел. Это, видать, самый первый или один из самых первых уже таких давнишних клипов. Тогда есть такой, да, помню такое название. Просто забавно все слишком звучит. Я сторонник выбора человека. Если человек сам захочет, чтобы ему говорили, куда идти, подсказывали, спойлерили, то мне вообще вопросов нет. Но если это походить так, потому что так надо, потому что... ну вот и мне вот это сообщение абсолютно напоминает как раз ту дискуссию, которая у нас была с Игорем в те времена, когда мы оригинальный Hollow Knight проходили. Там прям один в один вот это обсуждение было. И ты там с Игорем дискутировал немного, я помню, и я с Игорем. И не только с Игорем, на самом деле, там много было таких товарищей, как раз, которые заходили и иди туда, сделай вот это, играй так, играй сяк. Поэтому мы там как раз в чате и делали вот эти всякие закрепленные сообщения, что подсказки не рекомендуются. И куда идти командовать тоже не рекомендуется, все дела. Put on some sail. Get those Shanty! bars free! Let's see that dock! In Amsterdam there lived a maid, mark well what I do say. Frigate Captain! King George's Потому что так канон. То нет, дайте выбор человеку. Полностью согласен. Абсолютно. Абсолютно на 100%. Сегодня был там, где модер. Все, разобрались. То я и думаю, что сегодня у меня на стриме вроде не было никаких таких разборок. У тебя там на другом стриме, когда понятно. Просто вспомнился как раз вот этот случай. Прям просто он один в один. На такую же тему. Майнфрау. Опять какая-то новая песня. Не слышал ее раньше, чтобы пели. Да, первый. У нас пока только Игорь, я смотрю, занимается клипами время от времени. То на ютубе, то на твиче. Больше никто, по-моему, за все время на канале вообще. Не именно последнее время, а вообще за все время. Никто клипов не делал почему-то. Хотя я столько прикольных всяких моментов помню. И то это только для меня прикольных моментов, а для кого-то другого там свои прикольные моменты наверняка еще больше было бы. Всем лень, походу, просто. Так, и что у нас тут? Тут у нас, я помню, еще одно сокровище должно быть на этой локации. А еще тут
помимо этого тоже много всего. И шанти, и сундуки, и точка обзора, и таверны, и контракты, и все-все-все. Pirates parading as traders. We can't let them sully our names with feigned Ну, может и decency. похоже. Да, история повторяется. Да, это явно не только у меня такое было. Такое было и будет всегда и у всех. Have you business to contract with me? Всем хочется поумничать и порассказывать, как надо играть. Поучить жизни, так скажем. Вот делай так, потому что я лучше всех знаю. Потому что я так проходил, значит, ты так должен проходить тоже. Знаем такую ситуацию. Так, все, шлюпку прокачали. Можно теперь смело идти на ту акулу. Теперь уж точно. Фальконеты тоже. Так, что у нас еще осталось? Тут чертеж надо. Тут чертеж надо. А тут 35 тысяч денег надо. С ума сойти. Тут опять чертеж. И тут чертеж. И тут чертеж. Одни чертежи. Ну, ищем, значит. Я вот бы так не поступил. А ты уверен? Well concluded. У меня вообще нет кнопки для клипов на ютубе. На Твиче не смотрел. Ну, на ютубе я сам толком не понимаю, как оно прям там работает. Я сам их никогда не делал на ютубе. Знаю только, что есть. Вот на Твиче, да, на Твиче я и сам делал. И более-менее знаю, как их делать. Что там, куда там. Но там кнопка прям сразу на самом стриме. Там ее точно не пропустишь. А вот на ютубе не уверен. Там причины моих слов были другими, не из-за канона. Там про DLC было. Но лично я фигню точно не скажу. Не, Леха фигни не скажет, не. Слушайте Леху, Леха фигни не скажет. Он же Татьяна. Леха, он же Татьяна, фигни не скажет. Не-не-не. Куда побежал? Татьяна, Леха, бледный король. Он же еще кем-то там был. То ли Альберт, то ли... Вроде Альберт был. Еще под каким-то аккаунтом. Короче, много чего было. 50 оттенков, реально. Да, еще один аккаунт был. И это еще не все. Походу, это только те, что мы видели. Maldito imbécil.
Te has despertado allí, ¿verdad? No puedes haber bebido tanto para no recordarlo. Solo bebí 5 vasos. Es esa taberna. Le echan algo a la cerveza. Siempre vienes con las mismas excusas. Не туда, Эдвард, не Dios me castigue туда. por casarme con un borracho. Не туда тоже, блин. Все не то, все не так. Вот у нас тут Леха, который Татьяна. А сегодня увидел еще Матвея, который Наталья. Вот там на том втором стриме у тебя. У вас там тоже такая ситуация? У нас, по-моему, только вот с Лехой такая ситуация и с Сашей, который Гриша, который Бибизян, товарищ. И все вроде. Ну, прям такие яркие примеры именно. I'd like to try whatever he's drinking. Главное, что Игорь — это Игорь. Игорь — это Игорь. 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 Эмиция. Коварный смех Игора. Еще я знаю, Игорь — это персонаж из пятой персоны. Внезапный факт. Абсолютно рандомный. Так, еще про карту не забыть. 362 у нас тут. Вот это что ли? 407? Или 304? Мне что-то не то не подходит. Значит, где-то вот тут была карта. Я попутал. Я Иваном был, а все забыли. Так я Зель был уже и Артуром, и Артемом. Его друг, который тоже Артем, тоже был Артуром. Вервер меня Игуром назвал. И в Ведьмаке я был. А там даже несколько тебе было. В нескольких вариациях. И еще будет наверняка, я думаю. Вервер просто фонтан мемов. Ну, самый легендарный, самый эпичный, наверное, это вот космические ниндзя и Чукатабри. Это я навсегда запомню. Особенно, когда мы вернемся к каким-нибудь Звездным войнам опять. Которые, кстати, у меня тут была недавно мыслишка сумасшедшая. Хотя, может, не такая уж и сумасшедшая. Мыслишка про Звездные войны опять кое-какие. Не те, о которых вы подумали, а других. Хотя, может, вы и об этих тоже подумали. Кто его знает. Но это так. Шальная мысля просто была. Немножко поностальгировать. Не знаю, как она там дойдет до дела когда-то или нет. Зато мне в метро целый сюжет уделили из 3 игр. Да, и мы к нему еще вернемся. Как минимум в одной игре, как максимум во 2 даже. В будущем далеком.
Насчет метро, кстати, тоже. Так же, как и Watch Dogs, и так же, как Тварюк. Он меня в стиме уже там ждет. Золотое издание даже. После летних скидок. И дела. Так, а как туда попадать? Сюда не допрыгну. Естественно. I'd like to try whatever he's drinking. Ага. Там какая-то пещера, что ли, должна на выход идти. Где-то тут должен быть скрытый путь. Или он где-то вот тут вот был, а я его просто не заметил. Когда в прошлый раз нырял. Потом передам это Верверу. Обязательно. Он будет очень рад. Я уверен. Нет, не сюда, значит. Тогда я негодую. Как туда попадать? Я, возможно, подумал, о чем ты подумал. О чем ты подумал, о чем я подумал? А я ни о чем не подумал. Я никакие Звездные войны не знаю. Ну, с тобой все понятно. Ты точно не подумал, о чем я подумал. Так, мужик, как к тебе добраться? Расскажи-ка мне. Подскажи-ка мне. I'd like to try whatever he's drinking. А Эдвард только что-то там говорит, что он бы выпил. Я в курсе, Эдвард, что ты бы выпил. Без понятия. Где-то какая-то пещера, наверное, должна быть, которая выведет туда. I found the brothers. И фраза про ностальгировать только усиливает мое мнение. Ой, надо было ее не говорить тогда. Просто признайся, что это Звездные войны в Роблоксе. Не, эту идею я оставлю для Лехи лучше. Он у нас профи в Роблоксе. Великолепно. There'll be no deals today. Кто еще? В Роблоксе можно создать абсолютно все.
Звучит даже немного страшно. Не туда. Хорошо, что вот это имя испанка показывает в игре, где действие не после Первой мировой. Лёха должен понять. Даже ультракилл. This smuggler Зельди must be в Роблоксе stopped. проходи все на S-ранг. Да, срочно. Раз уж ультракилл, то это все, это святое. Это не обсуждается, Азель. Никаких отмазок не принимается. Так, как к этому мужику попасть? Я не могу себя, блин, успокоить. Maldito imbécil. Te has despertado allí, ¿verdad? Тут не по деревьям No нигде puedes haber никак. bebido tanto para no recordar cómo. Solo bebí 5 vasos. Es esa taberna. Le echan А, может это реально подсказка, что мне надо напиться в таверне, и я туда каким-то магическим образом телепортируюсь. Давайте протестируем. I'd like to try whatever he's drinking. Эдвард сам тем более говорит, я бы выпил, попробовал. Мало ли, реально сработает. Тем более мы еще ни разу за всю игру не напивались. Заценим, как это выглядит. Не, ну если это реально сработает, и мы как-то телепортируемся туда, это будет смешно. Не думаю, что он передаст все механики ультракилла. Какая разница? Ультракилл, значит все. Отмазки не принимаются. П-ранг. С это позор. П-ранг. Никогда не слышал о таких рангах. Это что там за таблица рангов тогда? Что там П выше, чем С? Perfect ранг. Ну, хоть так, а не как-то по-другому. Итак, момент истины. Реально. Это реально сработало. Time to lay off the grog. That was too much. Магическая выпивка, которая умеет телепортировать. Ладно. Такого я не знал. Блин. Ну ладно. По пути так по пути. Не знаю, как там обычно S-ранг это максимум. Я тоже всегда привык, что S-ранг это везде максимум. Ну или там SS, SSS. Чем больше S, тем более крутой ранг, но что-то другой буквы какой-то я никогда не слышал, чтобы она была круче, чем S. Даже в этом ультракилл особенный. SSS, да, вот я о том. А вот P-ранг впервые слышу. Да, в Роблоксе бесплатно.
В отдельных показателях S-ранг это максималка. А если на уровне за все показатели S-ранг, то общая оценка P. Полный P. Ну, тогда я имел в виду S-ранг на всех показателях. Там за перфекты открываются секретные боссы, которые тоже можно пройти на перфект ранг. Первого такого смог, а второй... Так, я что, проехал мимо? Блин, я пока с вами говорил, проплыл мимо акул. Первого такого смог, второго мне просто пройти трудно. Не то, что уж на перфект. Но зато ультракил. Ему можно. Так, попытка номер 2. Разобраться с акулой этой. Теперь у нас все на максимум прокачано. И лодка, и гарпуны. Круче уже некуда. Тут же можно было как-то уклоняться на лодке. Я же помню точно управление. Управление нас когда-то обучали этому. Корабль. Нет, тут отдельного управления на лодке. Ладно. Будем танчить, значит. Другого выхода не вижу. Я все кнопки перенажимал. Не работает никак. Приседание это. Теперь мы хотя бы, по идее, 3 удара должны протанчить. Если от 2, как раньше. Да, больше половины. Something's coming. It's gunning for us. There! Where is it? Off the larboard! Hang tight! Еще чуть-чуть. Get in the iron one more time! Все. Нет, не все. Блин, ну вы посмотрите, сколько там хп осталось. Но это несерьезно. Сейчас с красивым последним ударом в лицо. Вот так вот. Эпично. He's a monster. И голодун. Так, 2 кости большой белой акулы. Надо будет еще 2 потом залутать. Попозже. Просто ультракилли еще, если ты умираешь хоть раз, то перфект ранг тебе не дадут, даже если на всех показателях S. Капец. А за прохождение всех секретных боссов на P-ранг тебе не откроется супер P-ранг секретного босса. Почему мы в рафт начали играть? Почему бы и нет?
Spaniards rig, Captain! They've got help, Captain! Совсем чуть-чуть же. Вот когда игра полностью выйдет, то увидим. Хотя я не знаю, как последнего секретного босса проходить буду. Уверен, там уровень около невозможно будет. Так, ты смотри, куда плывешь, блин. Еще и сагрился. Нравится. Типа я виновен. Смотри, куда прешь, как говорится в этих водилах. Reef the foremen! Hold in the topsails! Прилипалы. All sail! Fill those sticks! All right, Jack. Sing! Насколько не сложнее, чем Всевышняя лучезарность. Без урона и спойлер. Нет, спойлер ничего не говорит. Тем более эти китайские имена я уже забуду через 5 минут. Хотя и там, когда и буду играть, не факт, что я не буду забывать их каждые 5 минут. Все эти Цзинь Шунь Фэнни. Имею в виду, что спойлер был бы вместо скобок. Да даже если был бы. Пока я еще дойду до этого. Пока я там, в самой игре дойду до этого. Уже 5 раз все забудется. Как говорил Азель, когда мы Ведьмака играли. Также, что не боюсь спойлеров, потому что когда я сам дойду до этой игры, он тоже так же говорил про Ведьмака. Уже все забудется. Тут такая же ситуация. Хотя у меня тут в этом случае не так уж и поздно все это случится. Но тем не менее. Вот без урона не знаю. Целый уровень, который совсем не легче. Конечно, это сложнее Всевышний, так как все атаки происходят в 3D, очень резко и больно за спиной где-то. Игорь интересует. Captain, we're near the dock. Up yards, douse topmast sails. Я же тут был.
Они специально так сделали, что тут нельзя выбрать эту иконку этой мини-локации, чтобы сюда нельзя было телепортироваться. Вот хитрые мерзавцы. Заставляют меня опять заново по второму кругу туда сейчас залазить. По этим подводным путям. Хорошо, что хоть тут нету этих лабиринтов. Условие: повесить цель с помощью Шэмбяо. Я уже нажал, там же была кнопка быстрого убийства. That must be the smuggler chief. Ближе, ближе, ближе. You know what they say. I'm like Robin Hood. I take the poor and hand the rich. Am I saying it right? Try to get out of cleaning the cannons, will ya? Не туда. They paid through the nose for these. We'll be rich men soon. Ну, тут больше негде его вешать, кроме как вот этого места. Он сюда не идет, падла. О. Услышал меня. Hold your tongue. Вы откуда заспамились двое? Свидание. Задание выполнено, больше мне тут ничего не интересно. Now that was pretty. Засчитала. Что-то дальше. Вот этот контракт дальше. Так, опять вы много чего написали. Ему вроде не интересны шутеры. Мне? Ну, только такие, как Call of Duty или Stalker или Battlefield. Если в таком плане шутеры. Если вы про меня вообще. То раз в 100 лет, иногда чуть-чуть. В остальном вряд ли.
Так, этого между собой. Я бы, конечно, крайне рекомендовал ультракил. Кто бы сомневался. Кстати, я только сейчас задумался, что все это время, что Игорь у нас теперь на Twitch перебрался, все эти часы, что он сейчас сидит у нас на Твиче на стримах, все эти часы не засчитываются, по идее, в этот сбор. Типа сбор, который мы делаем. Действительно. Только я что-то сейчас об этом прям задумался. Это сколько же часов могло накапать мне, если бы Игорь сидел на Ютубе, а? С другой стороны, Игорь бы терял баллы на Твиче, а с другой стороны, я теряю часы столько. Он же вот на некоторых стримах прям от и до сидит. Это же, ого, сколько часов. Жесть. Теряем. Полезные ресурсы теряем. Никуда. Очень жаль. Очень обидно. What might you be requiring? Мой любимый трек с ультракилла по Devil May. Я уже хотел прочитать Devil May Cry, читая первые слова. Если прочитать наоборот, то же самое будет. Игору. Игор. Он про Игора и его имитацию коварного смеха к этому жанру. Коварный смех. Так, улучшили ядра на максимальный уровень за 35 тысяч. Теперь у нас опять нет денег. Что, я зря собирал что ли, все эти сокровища из карт? Вот. Улучшаемся по полной зато. Каков кошмар! Да вообще, обидность. Даже сколько пользы могло быть. Well concluded. Это раньше мы делали условия на Твиче, когда там надо было как раз, чтобы зрители на Твиче какое-то определенное число у нас сидело, чтобы там то вот условие сделать, которое я просил вас, чтобы вы помогли. Теперь получается наоборот, надо опять на YouTube переходить. Особенно те, кто стримы смотрят, а не шорты. Опять. Переобуваться. А потом, когда это в будущем выполнится, если выполнится, то опять надо будет переобуваться, опять на Twitch. Опять там следующее условие выполнять. Ой, что-то туман резко опустился. Что-то тут погода резко капец меняется. То гроза внезапная наступает, то теперь вот туман. Ни с того ни с сего. О, как тут и джедаи, и всякая херня из Звездных войн, и Чукатабри, какие-то на динозавров похожий главный герой какой-то ниндзя в космосе. Это ты не рановато ли повторил без Вервера-то? Отопите испанский конвой. Полный вперед. Сильным тараном. Бум. Хорошо пошло. Первый на дно. Ай, чуть-чуть по своему попал, извините. Тысячи извините.
Вот и все. Да ты что? Смотрите, он решил мне отомстить. А, это еще один. Но тем не менее, все равно мне отомстил тоже по мне. Типа случайно попал. Типа. Мы же знаем, на самом деле. Не случайно. Это месть. Контракт выполнен. Give us a shanty. Эти корабли охотников за пиратами. Это вот эти вот охотники? Сейчас проверим. Да. Окей, тогда мне надо еще один охотник где-то. No use wallowing about here. Stunsails, let's ride the squall. У нас второй уровень известности. Вот это мы известны. А вот и плывут сразу два. Товарищи. Вы-то мне и нужны как раз. Таран на таран. Боу. Так, а теперь срочно форт, срочно. Чтобы избавиться от этой известности ненужной. Это нужно повторять всегда. Для профилактики, понял. Чтобы не забывали этой легенды. Вот уж не знаю, я в своей игре сделаю разброс. Оставлять его или нет? Сделал разброс. Разброс в каком плане? Сейчас мы тебе тут насоветуем. I can keep the heat off for a fee. Lovely. I'll make sure they forget you, friend. Главное, то самое окошко сделай. То самое. Что у нас? Тут новый контракт намечается. Разброс оружия, вероятно. При стрельбе. А почему задумываюсь, оставлять или нет? Что-то не понравилось? А как он там действует? Эффект от него или что? Просто он прям достаточно мешает игре. А, ну вот и опять ответ мой на мой вопрос, который я не прочитал сначала. Процент 40 может улетать в никуда. Даже если целиться нормально. А у тебя это прям на всех оружках такой эффект? Таким процентом именно.
Может сделать на каких-то определенных там наружках больший разброс. На каких-то меньше, чтобы было типа преимущество. Где-то там более в ближнем бою стрелять, притык, чтобы больше урон был. Других, чтобы более дальнобойные приоритеты. Все дела. Чтобы не прям везде и у всех его убирать насовсем. Ah, good captain. I have been awaiting your return. Excellent job putting an end to that British pretender. You have all the riches and glory you need, of course. Still, I can always use your help when you're willing. Good captain, better friend. Come. I was just headed to the ale house. apology. Well, it's more of an ale counter, isn't it? Who are we after this time, Milo? Not a who, but a what. Aboard the HMS Courage are some papers that implicate legitimate Что значит businessmen like HMS? myself in, Ты видел фрегаты, так называются, как оно расшифровывается, я пока не activities. знаю. Obvious Что это slander and значит? lies. They only seek to sully the good name of my company. We can't have that. No, no, no. We can't have No, that at all. no, no. Shall I leave it to you, Captain? Oh, no. Идите HMS Отвага. И потопите. Главное задание потопите, а дополнительные условия найдите. Разве не наоборот должно быть? Типа сначала найдите, потом потопите. Как я могу его сначала потопить? Перед тем, как я его найду. Я что, его могу как-то вслепую, I случайно knew you где-то wouldn't утопить? leave me in the lurch Не, for too не long. найдя его? Purge the lies that Интересно. besmirch a good name. Goodbye. So, what have you been eating? Thanks for the business. О, это прям тут рядом. Погнали сразу на него. Уже ровно 5 часов стрим идет. Мне 12:30 ночи. Ну пока сидим. Неплохо сидим. Пока, значит, не завершаем. Больше дел, значит, сегодня сделаем. Я смотрю, там еще у нас есть неплохой кусок карты, значит, мы сегодня по-любому сегодня до конца не доделаем. The only lie we care about is the one that's true. Best to keep that insight to yourself around Milo. Найти его было не We'll так уж и see how much сложно. bravado the HMS Courage carries. Фая! Use all the wind you can. На таран. Это было быстро. И у нас уже даже линейники не мега сложные. Значит, скоро можно будет позариться даже на легендарные корабли такими темпами. Вряд ли сегодня, но уже шансы у нас определенно на них есть. Раз уж у нас уже даже линейники так быстро отлетают. Ни в кого не попал, ну тут ведь попадешь, конечно. А вот этого второй жизни не было. Реально, что ли, именно у офицеров этих вторая жизнь есть. Что они после выстрела в лицо воскресают и идут дальше драться.
Так, наш второй линейник во флоте. Это весь товар, что я получил с него? Only room for so Чуть-чуть many тамалоя, lives and чуть-чуть табака. reasons. Вы что, шутите? May they receive eternal peace. Зато контракт выполнен. А следующего пока что нет, походу, да? У нас 4 из 5 выполнено вообще-то. Где-то один остался на Большом Инагу. Дать он появится с продвижением сюжета потом. Но только на пистолете самое яркое. Так называемые энергопушки летят либо прямо, либо по определенной траектории. Но не сами пушки, а так называемые энергошары от них. Ну тогда не знаю. Да, контракта пока что тут нет. Значит, ждем когда-то потом. Потом доделаем. Так, вот тут есть контракт. Это из Кингстона, походу, вот тут. Вот эта часть карты у нас еще остается не прочищенной. Вообще тут 2 форта. Несколько островов. Тут вообще вот целый квест с этим, с охотой на тамплиеров связанными. На акулу нам тут вот надо будет еще раз потом сплавать. Вот эти легендарные корабли. Сколько их тут вообще? Раз, два, три. 3. Вижу только 3 легендарных корабля. Что бы еще поделать тогда на сегодня? Давайте-ка вот к вот этому форту сплавим. Знаешь, что произошло уже вторая инфляция фориков? Вчера. Вчера произошла, да. Put on some sail. Aloft, lads! Check those royals! По-моему, я уже такую ставил изначально. При первой инфляции. Просто я потом ее снизил. По-моему. Я уже 100 тысяч ставил на что-то. Как раз на вот это вот. И потом понизил все остальное. В том числе и это. А сейчас обратно вернул к тому. Так что это не прям новая инфляция. Это я вернул старую инфляцию, которая была первой. Более жесткая. К ней вернулись просто. А боже, этот форт еще слабее, 4 башни. Походу, тот форт реально был самый сложный, который с 9 башнями. Пока что он самый такой был. Да и то. Мы настолько были прокачаны, что даже он нам был на тот момент уже не особо сложный. Вот до прокачки, да. Eat her sticks! Fire! 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 They're bringing the big guns to bear! Fire! Fire! Stay close to her so she can't run! Ну, конечно, к нам плывут такие кости. Из-за них как раз может быть и окажется этот форт посложнее, чем я изначально предполагал. Сам-то форт сложный, а вот охрана вокруг него, потому что там я как-то видел линейный, это другое дело.
Что-то нас начали жарить серьезнее. Это горячуха. Да, сам форт такой себе, вот охрана как налетела тут. Это мне так не повезло просто, что они мимо проплывали, или они тут всегда есть. Этот линкор, бриги. Заспамили просто. И на таран сразу. Но я предполагал, когда Игорь 100к нафармит, 150 станет. Не, 100к это прям красивая цифра. 150 уже некрасиво. 100 это окончательно. Для обычных зрителей 100к это уже капец как дофига. Слишком дофига, я бы сказал даже. Это только для таких вот как Игорь, которые прям трики набирают, всякие бонусы лутают по максимуму. И они намного быстрее лутаются. Вот эти количество баллов огромное. Таких людей, я думаю, будет мега мало. Для всех остальных вот эти вот огромное количество страшных цифр. У них они явно будут. Они явно будут их очень долго собирать. Уже заспамили. Тут вся проблема в этих миллионах кораблей охраны. Вот вам и самый легкий форт называется. Было бы тут 9 башен, плюс вот эти все корабли, это было бы реально что-то невозможное. Осознание Игора. Так, третья попытка. Попробуем еще чуть-чуть. Не знаю, может как-то пытаться не попадаться на этих странников, чтобы они не сагрились. Как-то мортирами его может подолбить. Ой-ой-ой-ой. Да, еще мне скал тут не хватало для полного счастья. Тут кораблей, порт, и скалы. Где мы тут нарисовались? На таран. Не кажется ли ему урона вообще толком не прошло? Что раньше мы этим тараном почти что ваншотили фрегат целый.
выровнять туда. Reef the topsails and go! Fire! 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 Brace yourselves! Loose all! Let's Сейчас попробуем чуть-чуть щитырить. Именно отремонтироваться за счет этих бригов. reel him in, me chum! Испанцы! Всех с пистолета прострелял тупо. А, так вот от чего ты цену делаешь. О, мы прям на пол можем починиться. Даже так. Цены я по многим причинам делаю. И по причинам, какие цены у других стримеров, и по причине, с какой скоростью эти баллы зарабатываются. Вот мне было интересно, как более-менее обычные зрители зарабатывают, которые так заходят иногда на стримы, а как зарабатывают те, которые прям вот целью именно вот побольше зарабатывают. И так вот намного быстрее зарабатывается. Поэтому вот одна из причин инфляции, наверное, даже. Но уже окончательно, как я уже много раз повторял. И изначальный, как, собственно, такой и было сначала. Последний раз Ведьмак был 3 недели назад. Офигеть. Почти целый месяц мы уже в него не играли. Так, может, как раз к нему и вернемся. У меня еще сегодня на начале стрима была идея. Была мысль, точнее, во что играть после Ассасина. Можно будет как раз к Ведьмаку вернуться. Хотя бы на какое-то время. Кажется ли, не специально сделали вот этим охранным бригам этого форта куда больше здоровья, а то я прям стреляю и по ним так мало урона проходит. Это прям подозрительно даже. Зато по мне вот с маркер форта нормально так проходит. Хорошо, хоть в этот раз линейник не сагрился на меня. Осталась одна башня. И один брик. А что, опять там по мне лупит так больно? Охренеть. Только что было пол хп, внезапно бац и все. Маркиры, что ли? Какой урон от меня по ним, какой урон у них по мне. Лучше бы тут было 9 башен, честное слово. Чем вот эти вот подкрученные корабли охраны. И урон
целом. Там с 9 башнями мы куда быстрее справились. Not good enough. Я уже начал забывать, что мы его проходим. Ничего, все будет. Скоро все вспомните. Там это, второй грех. О, ну ты вспомни. Все, на что? Ух, с третьей попытки получилось. В этот раз спасибо, что корабль линиями не заагрился, а то было бы намного тяжелее. Он там плавает. Повезло. Что не приперся на подмогу форт. Что себе позволяю? Я опять горю. Опять-таки, по-моему, в оригинале вот этих вот мобов с гранатометами не было. Максимум это что были вот эти вот большие мобы с с этими, с большими топорами. А с гранатами как раз, с гранатометами, то есть как раз не было. Я не помню таких солдат. Но даже если не было, то могли бы они и побольше новых врагов сделать, и не только одного. Раз уж взяли за такое, надо было бы и побольше заморочиться. Испанцы. Так, Эдвард бьет воздух. Так, это, по-моему, предпоследний форт, который нам остался в открытом мире. Сейчас проверим. Был реально по итогу тяжелее, чем тот форт с 9 башнями. Да, предпоследний остался вот один, вот этот форт. И все.
Ну спрыгни. Вот когда надо, он не хочет прыгать. Нажимаю на все кнопки. Не хочет, боится. Когда не надо, он прыгает куда угодно, как угодно. Когда хочет сам. Пока вы смотрели стрим, я уже успел захватить весь мир за Грецию. А как же Новая Зеландия? А вообще, я, наверное, уже скоро буду закругляться. Уже 5,5 часов. Сейчас вот, наверное, еще вот эту подводную фигню смотрим. Это, кстати... Нет, это предпоследняя будет подводная фигня. Последняя будет вот это. Но у нас уже, я смотрю, понемногу уже последнее все начинается. Последний форт. Предпоследний и последний вот эти вот подводные локации. Тут еще... Не последние вот эти мини-локации, конечно. Тут вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Около 6 еще локаций вот тут вот у нас останется. Значит, следующий стрим точно будет не финальным. Мы тут доделаем последнее вот что осталось. Начнем сюжетку доделывать. Сколько там успеем, столько сделаем. Легендарных кораблей, может, посмотрим. И уже оставим все, что там останется у нас по сюжетке недоделанное, уже на через стрим, который уже, может быть, будет как раз финальный. Так. Тоже прохожу. Gatsby Gamer. Надеюсь, правильно назвал? Привет. На каком этапе уже ты? Проходил ли оригинал? Как тебе игра? Закидаю тебе вопросами. Почему бы и нет? Ну да, видно по времени, что это не фойка, а Roblox фойка. Опять ничего не понятно. 3:45, почти утро. Пойду я спать. Удачи всем. Давай, спокойной ночи, Азель. И доброе утро. Скоро. Новая Зеландия на следующем стриме. А, я думал, ты на следующем стриме уже что-то новое у меня спросишь. Другую сторону. Получается, ты наперед у меня уже спросил. Так, ты же не идешь на таран на меня, мистер линейный корабль. Ой-ка, это опечатка Лёхи была. А про Вермия я имею в виду, что в реальной Хойке за столько времени захватить мир не получится. А в Роблоксе там все куда легче. А, ну тогда так неинтересно в Роблоксе захватить мир, конечно. Попробуй настоящей Хойке захватить мир там за Либерию, за Парагвай. Конечно, я-то думаю, что он так часто захватывает миры там за всякие Люксембурги. Да, конечно, если тут раз-раз и захватил. Если все там так просто, так быстро.
Что-то Gatsby Gamer молчит. Или долго печатает, или на фоне просто играет и смотрит, или слушает молча. В Roblox есть максимально приближенные копии. Ну, копия это не оригинал. А в Роблоксе тоже там миллион DLC на пойку, как и с оригиналом. А то там на оригинал миллион всяких DLC и до сих пор наверняка выходят, которые игру переделывают в лучшую и в худшую сторону постоянно. Столько, что сейчас я ее не узнаю уже по-любому. Что там из нее сейчас сделали. Только в ней есть еще и игроки. Это да. Я вот, кстати, к сожалению, или к счастью, в онлайн как раз в любых вот этих стратегиях еще ни разу не играл. А было бы интересно, если честно. Те же вот Total War или вот Пойка когда-то. Когда вот каждый игрок за какую-то там определенную страну свои реальные действия производит, а не вот эти вот боты, которые постоянно почти что одно и то же повторяют в каждой кампании. И все предсказуемое. Да, я тоже думал, что это нелегко, раз, за сложные страны, а во-вторых, долго. Ага. Так, 3 сундука осталось. А вот и они. Действительно недавно на Южную Америку выходил. Южную Америку? О, как раз на вот эти вот всякие Парагвай, Уругвай, Боливии и Чили. Прикольно. Теперь даже в оригинале можно мир захватить за Парагвай в теории. Интересно. Помню, было время, когда вот эти всякие как раз страны третьего мира, всякие Либерии, Парагваи, это было прям что-то на уровне смешного, чтобы за это играть, за это что-то там захватывать. И играли за классические СССР, Третьи рейхи, Японии, Франции, Британии, США. Было время, на всякий случай осуждаем. Сейчас, наверное, там уже столько обновлений понавыходило, что уже каждая страна, наверное, по-нормальному играбельной стала. И всякие там южноамериканские, африканские и центральноамериканские, всякие там
Панамы, в том числе, наверное, уже тоже играбельно. Со своими фокусами, технологиями и всякими особенностями. Конечно, прикольно, с одной стороны, но... Сколько лет надо было ждать, чтобы все это сделали. Парадоксы, кстати, славятся всем вот этим вот... Всеми этими миллионами дополнений, которые спустя несколько лет только из игры делают, с одной стороны, что-то нормальное, с другой стороны, они как раз наоборот могут эту игру убить или усложнить 100 раз всякими новыми идиотскими механиками. Так было и с Европами всякими, и с Хойками в том числе. Так. Вопрос. Заканчиваем сейчас или еще что-то сделать может быть? Азель нас уже покинул. Если сейчас все идут спать, то, наверное, точно можно закругляться. Но если и что-то делать, то не знаю. Куда-то сюда плыть, что ли. Но тут вот этот квест точно начинать не хочется, он надолго нас затянет. Разве что можно просто на остров доплыть, чтобы потом с него начать. Давайте доплывем. Чтобы потом не плыть к нему, а сразу на острове продолжить и начать этот квест. А потом уже после того квеста будем на следующем стриме решать, на сюжет сразу идти или вот доделать, что там у нас осталось. Один форт, парочка локаций последних. Астон. Давай другой. Вы видели там корабль только что? Как будто на моторе. Поехал. Ты почти уверен, что там в каждой игре будет один сумасшедший с 10 000 часов, который будет брать гегемонов и выносить всех? Ага, 100%. С такими неинтересно играть. Поэтому я и говорю, что или к сожалению, или к счастью я не играл в онлайн. Это надо как раз нормальных, справедливых игроков. Вот таких попробуй найди. Тем более определенное количество. Всегда найдется какой-то Вася Пупкин, который тебе, и не только тебе, а всем может компанию испоганить своими гениальными решениями. Гениальными выборами за определенную страну. Чтобы прям все получилось как-то идеально, красиво, прям интересной компании. Это прям чудо какое-то должно произойти, и все прям идеально сопоставится, все условия там. Это прям тяжело такое сделать, чтобы так получилось. Го еще что-то. Ну вот сейчас доплывем и все, наверное. Чудо фарлумское. Не. Это не то чудо. Это определенно не то чудо. На ютубе опять показывают 7 зрителей. Я уже собираюсь заканчивать. И где все эти зрители? Если бы все эти зрители еще реально были в чате, я бы, может, и дальше стримил. Может быть, и продолжали дальше на фоне о чем-то разговаривать, пока я тут всякую рутину делаю. Но нет, так нет. И так уже почти 6 часов стрим идет. Мне уже час ночи.
Одинокий брик какой-то стоит. Или не одинокий? А, не одинокий. Два брига стоит. И они сейчас на меня сагрятся. Ну, конечно. Фая! Последний бой на сегодня. Ложись. Ложись. Бухта Кайман. Ротация. Таран. О, нормальный урон. Не то, что в прошлый раз. Внезапно охрана какая-то на этом острове была. В отличие от многих других. Loose all sail! Tend the braces! We're catching the wind now! Send! Точка обзора, 1 сундук, 3 тайны. И Хутия тут тоже водится. That's enough for now. Catch the sea! Another letter tucked into a bottle. Моему аккаунте в Роблоксе 9 лет, 45 дней. С 3 июня 2017 года завтра будет 3333 дней. А у тебя какое счастливое число? Не 3 случайно? У меня вот 4 вроде бы. Счастливое число. Так, все. На этом, наверное, все. Так, новые костюмы, кстати. Целых 2. Наряд Стида Боннета. Боже, какой ужас. Эдварду не хватает пуза, как у Стида Боннета. Для лучшего антуража этого костюма. Такой себе. Так, алый плащ. Ну, хоть не черный плащ. Только свистни, он появится. Нет, мне не нравится. Оригинал пока что лучше всего. Ключ от сундука контрабандиста Сан-Хуан. Открывает сундук контрабандиста где-то в Сан-Хуане. Это по квесту какому-то надо или что? Или это мне надо самому где-то этот сундук найти? Сан-Хуан Крус. Ну-ка, сейчас глянем. Это вообще где? Может, это вообще что-то из неоткрытых вот этих локаций. О! Сан-Хуан. А, это...
Погодите, я же там все открыл. Это забагованный ключ какой-то, что ли? Или там еще был какой-то сундук, который я не открыл, какой-то секретный. Блин, теперь мне любопытно стало. Либо я что-то пропустил, либо забаговалось просто. Ну все, тогда, наверное, тут вот мы остановились. В следующий раз продолжим с этого островка. Тут нас будет ожидать вот новая цепочка вот этих квестов охоты на тамплиеров. Это последний, кстати, будет из 4. Вот у нас слева цель как раз висит, где надо 4 ключа собрать. И это будет последний, 4-й. Сделаем эту ветку. Тут бухту эту надо будет долутать до конца. Потом подумаем, сразу пойдем на сюжетку или... Вот эти вот последние локации долутаем. В том числе последний форт. Последнюю вот эту подводную локацию. Контракт вот этот. Или легендарных кораблей посмотрим. Или прям полностью стрим будет на сюжетке сконцентрирован. В любом случае, еще как минимум 2 стрима нас ожидает точно. На следующем доделывание дел и сюжетка. Продолжение. Но по-любому мы всю сюжетку не доделаем. Значит, через стрим будет доделывание сюжетки и финал. Это будет какой? 8-й стрим? Финала тогда. Да, это будет 8-й стрим. А потом, скорее всего, на какое-то время опять вернемся к Ведьмаку. Чтобы не забрасывать его прям на слишком долго. А то 3 недели это уже и так капец много. Я уже реально там, наверное, управление забыл и все забыл. И подумаем, что там еще делать, помимо Ведьмака. DLC к Сталкеру по-прежнему, фиг знает, когда выйдет. А насчет Nine Souls я пока еще все еще думаю. Ожидать или не ожидать? Потому что я сразу знаю, что Nine Souls это у нас надолго. Это прям надо подходящее время... определенные игры надолго оставлять. Хотя, с другой стороны, тут что ни начни, у нас надолго, наверное. Хотя, есть некоторые варианты. Ну да ладно, это все на потом. Сегодня у нас все. Ты сделал все баги в ХК и ХКС, и посмотрел ли ты смешные картиночки в интернете? Что за смешные картиночки? Вот я вот нашел у кого-то какие цели на жизнь. Мне сделать все баги в ХК и Силксонг и смотреть смешные картиночки в интернете. Звучит интересно. Наверное. Судя по тому, что это в скобочках. Не что тогда, что сейчас эта фраза почему-то забавной кажется. Ну да, вот и я так говорю. Так. Ну что ж, все тогда. Тот товарищ, который одно сообщение написал, так и не появился, к сожалению. Либо пришел и ушел, либо не знаю что. Раз никто больше не появляется, все молчат, тогда все, идем спать. Закругляемся. Всем спасибо скажу, всем, кто смотрел и активничал в чате, и тем, кто, может, молча смотрел стрим, а в чате не писал. Тем, кто в записи будет смотреть этот стрим когда-то. И спасибо всем, кто ставил лайки или дизлайки на ютубе тоже. И тем, кто много часов смотрел стрим тоже. Часы просмотров сейчас даже нужнее, чем подписки или лайки, или все что угодно другое. Любое. Это цитата Лёхи из первого стрима по первому ХК. Я уж не помню, что там было. Я не пересматривал уже давно все эти стримы по ХК.
последний раз пересматривал, когда мы Silksong, наверное, зафиналивали. Зафиналивали. Есть такое слово. Всем спокойной ночи. Всем давайте. Всем всего хорошего, спокойной ночи, всем удачи, всем пока. The voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. I hate to sail on this rotten tub. Leave her, Johnny, leave her. No grog allowed and rotten rum, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us